Селям алейкум, хайрлах шамлар, сайгыла ТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына серетесін студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалышам вен невбеттеке 3 саат девамында жанлы шекілде бұл студияда біз қошылған мұсафірлерінен яйнымызны девам етіп чешет мұйым меселеріні музакери еттежекміз. Мен бұл бөлікні адет узре рус тілінде алып барам, фақат ен баштан әркесіні бүтін мұсылман үмметіні, Қырым татар халқыны башлаған Рамазан, Мубарек Рамазан айынен хайырламыға істейм. Алла тұтқан оразаларыңызны қабыл мақбул ейлесін ве бұл Мубарек айда жүмлемізге оразаларымызны күжес шекілде кечіріп, тұтқан ниетлерімізні, тұтқан арзуларымыздың еріне кетірілмесіні насип ейлесін. Жүмлемізге Рамазан айы Мубарек олсын. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон. Сейф АТР «Голос Крыма» мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Для начала я предлагаю подключить к нашему эфиру нашего журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума, который готов рассказать о новостях, который готовят в выпуске «Заман». Рома, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум, приветствую всех наших зрителей. Журналисты «Заман» готовят выпуск, который выйдет в эфир вот уже через 2 часа. И о некоторых новостях, о которых мы будем рассказывать в нашем выпуске, я расскажу коротко сейчас. Начну с того, что заявление о том, что Украина сама выбирает свой путь, а Россия должна освободить оккупированные территории. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили обострение на фронте и скопление российских войск возле украинской границы. Министр Кулеба надеется, что НАТО поможет сдерживать российскую агрессию. Отметил, что Украина никогда не станет частью русского мира и готова к любому развитию событий. А генсек Альянса отметил, что Россия не имеет права влиять на выбор Украины. В посольстве США в Украине призвали Россию прекратить преследование независимых журналистов и освободить Владислава Есипенко. Внештатного журналиста «Крым Реалии» задержали 10 марта в оккупированном Крыму. Его оккупанты обвиняют в работе на украинскую разведку. Якобы он передавал спецслужбам журналистские материалы, которые он делал по заданию редакции. Как позже стало известно, Есипенко не пустили независимого адвоката, а все признания были получены под пытками. И вот 6 апреля оккупационный Верховный суд, так называемый Верховный суд Крыма, отказал в апелляции на арест Есипенко, и в посольстве США в Украине заявили, что обеспокоены этой информацией и призвали освободить журналиста. Россия запретила полеты в Турцию. С 15 апреля прекращаются чартерные туристические перевозки. Официально из-за того, что в Турции высокий рост заболеваемостью коронавирусом, до 50 тысяч случаев за сутки. По данным Ассоциации туроператоров России, только на майские праздники были забронированы туры в Турцию на 400 миллионов евро. То есть россияне заплатили за свой отдых именно такую сумму. Но вот с 15 числа чартерные рейсы отменяются. И тем счастливчикам, кто уже приобрел путевки, объяснили, стоимость тура не вернут при его аннулировании. Что интересно, запрет на авиасообщение совпал с визитом украинского президента Владимира Зеленского в Анкару. Зеленский с Эрдоганом обсуждали в том числе и поставки ударных беспилотников для Украины. В России обратили на это особое внимание. Министр иностранных дел этой страны Лавров призвал ответственные страны, в том числе и Турцию, не подпитывать милитаристские настроения Киева. Так что вполне логично предположить, что это, как любят россияне, асимметричный ответ Турции, пусть и за счет своих граждан. Кроме этого, мы расскажем и о так называемых судебных процессах, которые идут в Крыму, политических процессах над крымчанами, которые не согласны с оккупацией, которых преследуют по национальному признаку. Расскажем о ситуации с коронавирусом в стране и о ситуации в зоне боевых действий на востоке страны. Буквально уже меньше чем через 2 часа, в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум.
Спасибо, Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей на украинском и крымско-татарском языках. Но мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, адрес которого вы видите на экранах atr.ua. Это адрес нашего сайта. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. Ну и подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР, телеканал АТР большими буквами. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи, выкладываем все наши программы. Дабыр керек Қырым-татар тілінде сіздерге Ильян бермеге істейм. Сәлғар қадышлар АТР телеканалының сайтына абоне олыңыз. atr.ua біздің адресіміз, сіздің абонеңіз бізге бүгін біздің жепемізде саваш жүрсетмеге, күреш жүрсетмеге ве çalışmaға девам етмеге ярдым етежектір. Білгенізге көре АТР телеканалының мали экономик проблемлері не язықке да чезілмей қала. Бұнен бераберлікте біз YouTube'да да çalışамыз. Анда онлайн шекілде yayınlarımызны сейретмеге имканымыз бар ве анда біз программаларымызны да yüklемектеміз. Сайғылы арқадашлар, мен ісе Романның айтып кечкен хаберлеріне кечмеге истеем, но я перехожу к обсуждению вышеупомянутых новостей моим коллегой Романом Спиридоновым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с лидером крымстарского народа Мустафой Джемилевым пообещал поспособствовать привлечению к крымской платформе дополнительных стран-участниц из исламского мира. Предлагаю послушать цитату лидера крымско-татарского народа. На зустрічі з Ердоганом я подякував йому за тверду позицію щодо кримської платформи, але висловив думку, що цього недостатньо. Треба, щоб Туреччина використовувала свій вплив в країнах третього світу, ісламських країнах, щоб вони теж приєдналися до кримської платформи. Ще до саміту в нас буде кілька поїздок в ісламські країни. Ердоган в цьому плані обіцяв нам тверду підтримку. Напомню, на выходных в Стамбуле прошла встреча глав Турции и Украины. В начале разговор Реджеп Тайипа Эрдогана с Зеленским происходил за закрытыми дверями. Он длился 3 часа, а после президенты дали совместную пресс-конференцию, подписали совместную декларацию между украинской и турецкой стороной. Лидер Турецкой республики выразил поддержку территориальной целостности Украины и сказал, что поддерживает создание крымской платформы. Мы обязательно перейдем к обсуждению этих событий, но перед тем я бы хотела подключить к нашему эфиру сейчас экс-политического заключенного Эдема Бекирова. Сегодня в Крыму оккупанты продолжили рассматривать его дело, и Эдем Ага готов нам рассказать в подробностях сегодняшнего так называемого судебного заседания. Эдем Ага, селям алейкум. Салам алейкум, Гульсым. Салам алейкум. Эдем Ага, расскажите, как прошло сегодняшнее судилище над вами, какие новости? Все судилища проходят одинаково, потому что это дело сфабрикованное, и все свидетели, якобы мнимые свидетели, все путаются в своих показаниях. Показания ФСБ были одни, а когда встает Ладин, встает адвокатура, начинает вести защиту, задают вопросы, они никто не могут точно сказать. Все путаются, все идет с ног на голову. Это видно, явно видно, что это дело сфабрикованное. Как вы оцениваете перспективы данного судебного процесса? Чего ждете? Я, в принципе, от них ничего хорошего не жду и не ждал никогда. Россия есть Россия. Я вообще удивлен даже, что сегодня они ведут какие-то непонятные псевдосуды над нашими лидерами, над политзаключенными. Это вообще какой-то абсурд, это уму непостижимое. Даже слов нету выразить все это. Эдем Ага, вот как вы думаете, а в чем смысл проведения этого судебного процесса, так называемого судебного процесса над вами, учитывая, что вас обменяли, то есть вы находитесь на свободе, вы находитесь на материковой части Украины. Вот чего этим пытаются и кому пытаются что доказать и показать оккупанты?
Понимаете, в судебном законодательстве любого государства нет такого слова «обмен». Когда нас меняли, обмен происходил, в автобусе во Внуково зашли ФСБшники, всех зачитали, что якобы Путин всем им дал поблажку, то есть помилование. Понятно, что это все тоже игра. Что со мной касается, то они не могут закрыть мое дело. То есть такой статьи нету обмена, такого понятия у них нету. Они должны дело довести до конца, дать мне срок, а потом только могут закрыть дело и сдать в архив. А и объявить меня там во всесоюзный розыск или там всероссийский розыск, я не знаю, как они там будут. Ну, я думаю, пока они срок не дадут, чтобы в архив сдать дело, они не успокоятся. Чохсагулнос. С нами на прямой связи был Эдем Бекиров, экс-политический заключенный. А к нашему эфиру сейчас присоединяется Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, політичний аналітик. Пане Ігорю, вітаю вас, селям алейкум. Вітаю вас. Пане Игорю, до этого я давала цитату лидера крымстарского народа Мустафы Джемилева, который сказал, что Эрдоган пообещал поспособствовать к привлечению крымской платформе других стран исламского мира. Насколько важна роль Турции в крымской платформе? На самом деле очевидно, что именно Турция как фактически... не сказать правильно подобрать слово, но партнер фактически Украины, и особенно с точки зрения поддержки крымско-татарского народа, и постоянно поддерживающий Украину с точки зрения непризнания аннексии по полуострова, и что эта аннексия была действительно незаконной. Очевидно, что Турция предлагала и предлагает ряд инструментария, каким образом она может помочь в нынешней ситуации. Один из них действительно это усиление работы по крымской платформе. И крайне хорошо, что Мустафа Джемилев призвал, соответственно, руководство Турции помочь в этом вопросе, потому что действительно мы видим, насколько жестко и непримиримо Российская Федерация реагирует на саму инициативу крымской платформы. А это значит, что идея действительно крайне прогрессивная, и она может дать толчок к изменению политики вообще и мирового понимания, что происходит на полуострове, и действительно начать долгий путь на возвращение Крыма назад под украинский суверенитет. Это действительно крайне важно. Ну, вот вы уже видите, каким образом будет работать эта крымская платформа, или какой будет ее дальнейшая институциональная модель, ведь саммит уже приближается? Ну, очевидно, что действительно саммит приближается, но хочу напомнить, что он должен состояться в августе месяце. На сегодня, очевидно, проходят переговоры по линии МИДа Украины, и мы стараемся, соответственно, набрать гораздо большее количество стран и обеспечить представительство на максимально высоком уровне. Соответственно, поэтому сейчас в публичную сферу не выходит более, скажем так, конкретика, она не выходит из-за этого. То есть мы сейчас действительно слышим декларации для того, чтобы наш противник, наш оппонент и наш враг в лице Российской Федерации не усилил противодействие, соответственно, к самой крымской платформе. То есть очевидно, что если будет конкретика больше пробиваться в СМИ по этому вопросу, то мы будем иметь больше проблемы, что может даже поставить под сомнение само проведение соответствующего мероприятия уже в августе месяце. Ну а каким бы все-таки, каким бы, по-вашему, вы бы считали результат работы крымской платформы отличный, хороший? Ну, начнем с того, что, кроме осуждения, соответственно, того, что происходит в Крыму, в первую очередь меня бы интересовал вопрос решения вопроса о тех проблем, которые сегодня присущи гражданам Украины, проживающим в Крыму, в особенности и крымских татар. То есть мы должны дать полную оценку
тех и криминальных, соответственно, дел, которые вот мы видим, и у вас было включение, соответственно, которые открываются против населения в Крыму и крымско-татарских активистов. Далее интересует вопрос безопасности. Без него никуда, соответственно, это безопасность в Черноморском регионе, а также поддержка Украины с точки зрения дел в международных судах, для того, чтобы Российская Федерация должна понести наказание за совершенное ей преступление. Ну а в рамках Крымской платформы, как вы думаете, можно ли разработать некий механизм давления, санкционный механизм давления новый на Россию, и как можно это будет потом имплементировать? Я уверен, что Крымская платформа это будет такая общественная площадка, которая действительно поможет, скажем так, недвозначно и на высоком уровне действительно начать разработку соответствующего пакета и санкций, и, соответственно, дорожные карты новых действий, противодействия Российской Федерации. Но также не стоит переоценивать само понятие Крымской платформы. То есть это сродни, ну, так, если я проведу аналогию, это вот как Давосский экономический форум, то есть неформальное собрание, но где решаются очень важные вопросы. То есть, по сути, Крымская платформа — это будет нечто схожее, то есть она не будет переходить грань вот такой общественной площадки. Это тоже об этом надо помнить. Скажите, а какой тогда смысл говорить о Крыме на любой какой-либо платформе, если Россия наотрез отказывается в ней участвовать? К сожалению, я действительно и слышал, когда Российская Федерация отказалась принимать участие в Крымской платформе, я все-таки надеялся, что хотя бы в гуманитарных вопросах она будет идти на контакт для того, чтобы решать те проблемы, которые возникают у жителей полуострова. К сожалению, она отказывается. Но все равно Украина, я уверен, должна возвращать инициативу с точки зрения возврата и полуострова, и возврата контроля над ним. И поэтому Крымская платформа в данном случае, ну скажем так, это та интенсификация, которая была необходима, я думаю, еще в 2015-2016 годах. Но это не стоит расценивать, что там прошлая власть украинская что-то не сделала. Просто исходя из установок наших международных партнеров, мы все-таки больше апеллировали к минскому формату нормандской четверки, где нам говорили, вот есть тема Донбасса, и не стоит смешивать сюда Крым. Соответственно, сейчас немножко правила поменялись. В связи с этим Украина использует тот шанс, который есть. Я надеюсь, что в этом вопросе нам также помогут Соединенные Штаты Америки и, возможно, новое руководство в Германии, новый канцлер, который придет после ухода Ангелы Меркель. И мы понимаем, что сейчас начинаются перетурбации политические. И именно новая площадка, как Крымская платформа, может стать тем базисом, который все-таки поведет нас по долгому пути, но все-таки возвращению Крыма назад в Украину. Ну а вы как считаете, вот без участия России в рамках Крымской платформы все же можно разработать некую дорожную карту по деоккупации полуострова? Или же это вот именно будет платформа, как вы говорите, для интенсификации данной проблематики? Если бы Россия принимала участие, то было бы гораздо продуктивнее. Но, к сожалению, она выбрала другой путь, и теперь мы будем видеть все-таки оппозитные стороны, то есть, соответственно, те, кто будут принимать в этой Крымской платформе, ну, соответственно, Украина с одной стороны и Российская Федерация с другой, и, очевидно, мы видим сейчас и позиция Беларуси меняется, ну и всех там 16 стран, которые голосуют синхронно с Российской Федерацией в ООН, там, по вопросам полуострова. Мы с вами начали нашу беседу с визита Зеленского в Турецкую Республику. Какие важные аспекты по результатам этой встречи вы бы отметили? Что она нам дала? Ну, начнем с того, что обсуждался вопрос безопасности. Мы знаем, что недавно были проблемы с точки зрения, например, поставок беспилотников турецких, которые сегодня являются самыми передовыми беспилотниками в мире. Хотели даже создавать предприятия на территории Украины для сборки таких беспилотников. К сожалению,
это было сорвано. Сейчас очевидно, что все-таки Украина будет получать необходимую технику. Также важен аспект, который с точки зрения социальной защиты также крымских татар. Мы знаем, что подписано соглашение о кооперации в части строительства 500 квартир для крымских татар льготных. К сожалению, этот вопрос очень долго не решался в Украине самостоятельно. Вообще я считаю, что это вопрос должен был решаться внутри страны, но тем не Уже менее... более 5 лет, Турции, если я не ошибаюсь, этот вопрос. вот. Но тем не менее, хорошо, что Турция в этот вопрос все-таки ввязалась. Ну, это позволит нам все-таки, я думаю, реализовать данный проект. Также вопрос с точки зрения вливания турецкого бизнеса в Украину, поддержку нашей отечественной экономики. Мы знаем, что грядет большая приватизация, соответственно, Турция также и ее ресурсы, ее инвестиции зайдут в Украину. Я считаю, что в принципе визит был успешен. Также не стоит забывать и коммуникацию с точки зрения пути Украины в НАТО. Турция, ну скажем так, не обычный член НАТО, он имеет всегда такую обособленную позицию, но тем не менее мы знаем, что более 60 лет является ее членом, и, соответственно, крайне важно также и усиливать кооперацию в этом ключе. Поэтому, я думаю, в принципе, визит был крайне успешен, и он показывает, кстати, разворот частичной украинской внешней политики в сторону Близкого Востока, и, соответственно, усиление контакта с Турцией этому помогает. Я предлагаю подключити сейчас к нашому ефіру Артема Конопкіна, заступника директора Міжнародного центру дослідження проблем безпеки. Він зараз з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Артеме, вітаю вас, салям алейкум. Добрый день. Пане Артеме, как вы думаете, связан ли визит Зеленского в Турцию с эскалацией на востоке України? Ну, безумовно, це речі пов'язані, але тут говорити не тільки про ескалацію на Сході. Росія активно мілітаризує Крим, тобто, відповідно, Чорноморський регіон. В Чорне море, з Балтійського моря були перекинуті десантні кораблі. Також десантні кораблі скоро на Азовське море мають прибути з Каспійського моря, а якщо вже не прибули от сьогодні. Відповідно, ну це якби прямо стосується Туреччини, бо це її задній двір. Якщо хтось концентрує десь поблизу великі значні сили, то на це безумовно потрібно реагувати. І Туреччина відреагувала, заявивши, що вона не підтримує анексію Криму. Раніше не підтримувала і зараз не підтримує. Ну і виказала відповідно підтримку Україні в цих безпекових чорноморських питаннях. Сегодня стало известно, что Россия ограничила перелеты с Турции. Может ли это как раз быть связано с визитом Зеленского и с принципиальной позицией Турецкой Республики? Как такая ответная реакция? Ну, дивіться, це такий аналог помідорних війн. Якщо пам'ятаєте, коли Туреччина збила російський літак, який залетів у її російський, то була така сама історична реакція, тобто було обмежено продаж овочів, і, зокрема, помідорів, турецьких помідорів в Росії. Відповідно, це назвали помідорною війною. Оце от зараз туристична війна. Ну, звісно, росіяни заявляють, що через зростання захворюваності на коронавірус вони там обмежили, здається, перельоти росіян. Я думаю, що безумовно в цьому є політичний момент. Тобто, якби воно так співпало просто чудесним образом. Відповідно, це такий, чим ще росіяни можуть відповісти Туреччині. Тобто
якимись військовими заходами, навряд чи вони вирішать там атакувати або щось зробити. А якихось інших важелів, крім таких демонстраційних, то я думаю, що в Росії на Туреччині не так багато. І так от вони вирішили покарати Туреччину, ну і заодно вони покарали десь, я дивився російські джерела, приблизно 600 тисяч росіян не зможуть відвідати Туреччину по вже купленим путівкам. І ці гроші, скоріш за все, згорять, тому що вони вже проплачені готелям. І, відповідно, просто росіяни не поїдуть в Туреччину, і українці зможуть нормально відпочити без росіян пару місяців. Последние 2-3 недели мы видим обострение на востоке Украины. Наша разведка сообщает о непрерывном стягивании российских войск к границам Украины. Мы видим, как Россия продолжает милитаризацию оккупированных территорий. Как вы отметили, сегодня стало известно, что из Каспийской флотилии Россия перебросила в Черное море 15 боевых кораблей. Как вы думаете, в случае полномасштабной военной агрессии России на Украину, какое место и какую роль будет занимать Турецкая республика? Я думаю, що принаймні якусь політичну підтримку і, можливо, логістичну підтримку силам НАТО і якесь постачання, там, можливо, нелетальної допомоги ми можемо в даному випадку розраховувати. Було би якось по-дитячому наївно думати, що хтось буде воювати за нас. У нас, в принципі, є один союзник – це Збройні Сили України. Все інше, тобто США, Великобританія, Туреччина, безумовно, нам будуть допомагати. Вони зацікавлені в тому, щоб Росія тут загрузла надовго, якомога серйозніше. Але якихось військових заходів, я думаю, очікувати не варто. Так? То ми дорослі люди. Туреччина нам допомагала в 2014-2015 році постачанням обладнань. В нас дуже широкі зв'язки між українським і турецьким військово-промисловим комплексом. Тобто у нас є там спільні розробки, ми випускаємо вже продукцію готову. Ми туди постачаємо якесь озброєння, вони нам постачають озброєння. Відповідно, я думаю, вони можуть прискорити постачання там ударно-розвідувальних безпілотних систем Байрактар, наприклад. Якщо буде серйозне загострення, тобто ми можемо, я думаю, очікувати того, що ці системи надійдуть в найкоротший термін. Або системи зв'язку там АТО-САН, які вже стоять у нас на озброєнні, тобто постачання може бути збільшено. Щось, думаю, от так от буде виглядати ситуація в разі розширення агресії Росії. Дякую дуже. Чохсагол нас Артем Конопкін був з нами на прямому зв'язку, заступник директора Міжнародного центру дослідження проблем безпеки. Россия продолжает перебрасывать на территорию оккупированного Донбасса личный состав, оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество. Только за прошлую неделю на Донбасс прибыли около 250 военных из России. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Ночью в районе операции Объединенных сил на востоке Украины боевики совершили 15 обстрелов и 2 дистанционных минирования, застрелили одного украинского бойца. А президент Украины Владимир Зеленский тем временем заявил о проверке России отношений Киева и Запада. Он заявил журналу «Тайм», что агрессивные действия России у границ Украины станут испытанием. Що вони хочуть зробити, то це підняти температуру рівно настільки, щоб показати, що Захід не впевнений у своїй підтримці України, що вони насправді не бачать в нас партнера. Це свого роду тест. Вони хочуть, щоб Захід боявся сили Росії, її могутності. У цьому немає великого секрету. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук считает, что Украине следует быть готовой к любым действиям России, в том числе и к полномасштабной агрессии.
Не можна сказати, що війна розпочнеться завтра, але за такої риторики, скупчення військ і загострення на Донбасі не слід виключати жоден сценарій дій Росії. Главы МИД стран группы 7 G7 и глава европейской дипломатии Жозеф Боррель в понедельник призвали Россию прекратить провокации вблизи границы с Украиной. Вот их совместное заявление. Ці масштабні переміщення військових, що проводяться без попереднього сповіщення, є загрозливими і дестабілізують ситуацію. Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість відповідно до міжнародних зобов'язань. Зокрема, ми закликаємо Росію дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ, які вона підписала щодо прозорості пересування військових, і виконати процедуру, встановлену відповідно до розділу 3 Віденського документа. Предлагаю подключить к нашему эфиру еще Олександра Кондратенко, політичного аналітика, політтехнолога, головного консультанта Департаменту аналітичного супроводу Офісу глави АПУ у 2014-2016 роках. Пане Олександре, вітаю вас, Селям алейкум. Добрый день. Пане Александр, вот многие аналитики говорят о том, что единственное, что говорит о том, что войны может и не будет, это демонстративный характер перемещения войск у границ Украины. То есть говорят, что это блеф. Действительно, как вы думаете, это просто демонстрация или же есть реальная угроза полномасштабной войны? Я считаю, это информационно-психологическое давление, не более того. Если говорить о полномасштабном вторжении, такой момент нельзя отбрасывать, но в большей степени вы должны прекрасно понимать, что и Путин, и Меркель, и Макрон, и Джонсон, и Байден, они все используют нашу страну исключительно как инструмент. Инструмент в своих геополитических играх. Вот. Для Российской Федерации полномасштабное вторжение — это, можно сказать себе, выстрел в ногу, если не в голову. Учитывая то, что экономический кризис всемирно никто не отбрасывал, пандемию никто не отбрасывал, плюс это очень дорого бьет по карману. То, что происходит сейчас на территории Российской Федерации вдоль наших границ, это не первый год, скажем так, у них такие учения тактические проходят. С другой стороны, понятное дело, что такого количества вооружения еще не было задействовано. Я в целом крайне скептически отношусь к тому, что будет эскалация конфликтов в плане того, что Российская Федерация ведет регулярные войска РФ на территорию Украины, потому что это за собой повлечет, поломает ту конструкцию, в которой сейчас есть на данный момент между, скажем так, Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, Британией и Российской Федерацией. То, что заявляют наши европейские партнеры, это декларативного характера заявления. Мы их слышим на протяжении 7 лет. Вот, конкретики таковой нету. Но последние, например, заявления того же президента Турции, они очень хорошо влияют на международную повестку в плане именно поддержки Украины чисто психологически. И не нужно забывать о том, что Турция является членом НАТО с 1952 года. Вот. Все заявления, которые говорит президент Зеленский, имеют место быть, но, я повторюсь, если рассматривать с точки зрения вступления Украины в НАТО, что могло бы завершить военный конфликт на территории Украины, вы должны понимать следующее, что ни Германия, ни Британия, они не видят нас членами НАТО. И они об этом заявляют еще с 2008 года, если я не ошибаюсь, так называемый Бухарестский саммит, который был. Ну вот к НАТО мы еще вернемся. Мне вот что интересно, если действительно это блеф, это демонстрация силы, это игра мускулами и такая информационно-психологическая атака, то с какой целью? Какую цель преследует Россия? Возможно, какие политические преференции пытается добиться Путин? Дело в том, что Российская Федерация, она, единственное, чем может российское руководство еще показывать для своих граждан, что та власть, которая есть на данный момент и уже на протяжении длительного периода, так называемая, назовем ее легитимной властью, но поддержки как таковой это просто рисуют социологи, что там такая большая поддержка. Они единственное, чем могут еще играть, это то, что своим согражданам показывают враг возле ворот. Так называемый враг возле ворот. Это страны НАТО, это США. И вот этой вот историей в плане войны полномасштабной
сплотить население Российской Федерации у них не получится. В Кремле прекрасно понимают, что это не тот шаг. Но руководство РФ, они вот эту вот историю, в принципе, используют. И это, наверное, единственное, что у них осталось, чтобы показать, что они еще могут как-то чувствовать себя на плаву. Поэтому для своих сограждан они показывают их мощь. Для всего мира они показывают, что Российская Федерация остается еще игроком на политической карте мира. А фигурками в данном случае выступаем мы, к сожалению. Поэтому в ближайшее время, я думаю, что несмотря на то, что происходит, если не будет каких-то движений в плане отзыва послов с разных стран, если не будет провокаций серьезных, которые вот в средствах массовой информации объявляют, что может быть такое, что с нашей стороны обстреляют территорию ЛНР, ДНР, и это покажет картинку в Российской Федерации, мол, ущемляют российских граждан. Они дальше продолжат раздавать российские паспорта на территории этих республик непризнанных. Они попробуют максимально все-таки давить на то, что необходимо следовать Минску. То, что мы заявляем, нам необходимо выходить в какой-то новый формат Минска, Российская Федерация на это не пойдет, я вам сразу скажу. Они будут стоять на том, что есть. Их задача следующая. Им необходимо реинтегрировать территорию в состав Украины на их условиях. Первое, они захотят амнистию всем боевикам. Второе, они захотят постоянный статус Донбасса. И третий момент, им необходимо будет сделать так, чтобы в статусе Украины это была федеративная республика. Как только мы поменяем, если это произойдет, не дай бог, у нас поменяется наш устрой. Мы с унитарного государства превратимся в республику федеративную. И это неизбежно может повлечь за собой такие вот разрушительные процессы на Западной Украине, потому что сепаратизм на Западной Украине, он также есть. И люди, которые живут на границе с Венгрией, с Польшей, они некоторые, но я не могу говорить за все население Западной Украины, многие из них были бы счастливы присоединиться, например, к Венгрии. Поэтому вот это ни в коем случае нельзя допускать. Пане Игорю, ряд аналитиков говорят о том, что на фоне экономических проблем, социальных проблем, проблем в сфере международных отношений Путину нужна маленькая победоносная война. В Сирии этого сделать не получилось, но зато вот Украина под рукой. Это реально? Как вы думаете, ваша точка зрения? На самом деле, вот небольшая ремарка на сказанное. Я все-таки думаю, что здесь нечто большее, нежели игра мышц. Почему? Потому что есть крайне важный фактор. Это, соответственно, обработка своего населения с заменой информационного распорядка. То есть обратите внимание, насколько через федеральные каналы, через другие информационные ресурсы сегодня пытаются внедрить мысль именно гражданам России в необратимости войны с Украиной в случае, если Украина там что-то спровоцирует, что-то нападет и так далее. То есть вот, соответственно, вот эта агрессия информационная, она усилилась за последние 3 месяца в несколько раз. И если вы мониторите, соответственно, информационное пространство соседа, это чувствуется очень сильно. И в такой ситуации действительно может быть, ну, скажем так, некая провокация. Я бы не сказал, что это будет полномасштабное вторжение, но действительно провокация для того, чтобы заставить украинцев на передовой действовать. И уже какая-то будет ответка, которую будут раздувать, соответственно, для внутреннего российского зрителя перед выборами в Российскую Госдуму. Мы все знаем прекрасно, что у них новые выборы в сентябре месяце, и необходимо показать, соответственно, рост народной поддержки. А в Российской Федерации все прекрасно помнят и личный рейтинг Путина после аннексии полуострова, и сам рейтинг «Единой России». Соответственно, здесь может действительно быть некая и военная провокация в том числе. Украина тогда готова будет дать отпор? Как вы думаете, вот в каком состоянии сегодня какие наши позиции в случае полномасштабного вторжения? Как будет действовать Украина? Ну, я скажу, что Украина морально готова, конечно, дать отпор. Я по неофициальным источникам получаю информацию, что действительно мы
перебазируем наши военные силы ближе к границам, перестраиваем оборону сейчас в связи с новыми угрозами, а также после официального принятия указом президента военной стратегии Украины недавно. И, соответственно, очевидно, что такие угрозы понимают власти, но, тем не менее, насколько именно готовы физически, наши военные усилия и наша военная потенция, она разнится многократно. И, конечно, здесь, скажем так, столкнуться исключительно военным путем, здесь Украина не будет первой. Поэтому мы говорим о дипломатическом решении вопроса, поскольку мы должны защищаться за счет своей армии, но в том числе и привлекая наших западных партнеров, и используя экономические санкции и так далее. Пане Александре, если действительно рассматривать самый худший вариант развития событий, как вы считаете, может ли Украина надеяться на реальную поддержку своих западных союзников и не только? Потому что мы видим в последнее время такую обеспокоенность, которую выражают, и в частности сегодня Ян Столтенберг еще раз заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Вот чего ждать от наших западных партнеров, какой поддержки? Если вы спрашиваете о реальной поддержке военной, в плане техники, говорю, сейчас смазочных материалов и тому подобное, что необходимо, то, мне кажется, на данном этапе поддержки такой не будет. Если Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки почувствуют действительно угрозу, что это не игра мышц, а наступление, скажем, на демократию, в сторону Запада, тогда не исключено, что мы на пороге очень большого конфликта. К сожалению, этот конфликт будет разворачиваться на нашей территории. А если рассматривать условно российско-украинский фронт, у нас есть материковая граница между Россией и Украиной, есть линия соприкосновения на Донбассе, есть Крым. Вот как вы считаете, где могут произойти гипотетические будущие боевые действия? Они могут произойти в любом из этих направлений. Здесь, имея какую-то информацию из разведки, можно было бы более детально как-то анализировать. Но в данном случае, чтобы не сотрясать воздух, я повторюсь, на данном этапе я не вижу того, чтобы Российская Федерация перешла в этап реальной агрессии, боевых действий на территории Украины. Им это сейчас не нужно. Поймите, для Российской Федерации сейчас важно достроить Северный поток-2. Им необходимо решить свои внутриполитические кризисы. Я вас уверяю, у них точно так же там очень серьезно все шатается. И вот правильно коллега сказал, у них в преддверии выборов необходима какая-то небольшая победоносная война, но это точно не война с Украиной. На данном этапе, мне так кажется, во всяком случае, это было бы неправильно, и рейтингов бы Путину это точно не дало, потому что ввязаться в такую войну, вы же должны прекрасно понимать, немножко армия у нас с 2014 года поменялась, усилилась, и техники больше стало, и численность армии больше. Поэтому и моральный дух, я вам скажу, поболее будет на данном этапе. Поэтому Российской Федерации там тоже не дураки сидят, и они прекрасно это все понимают. Дякую. Чохсагунус, пане Олександре. Олександр Кондратенко був з нами на прямому зв'язку, політичний аналітик, политтехнолог. Сегодня прошла совместная пресс-конференция министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с генсеком НАТО Янсом Столтенбергом. И генсек НАТО призвал Россию к немедленному прекращению провокаций в Украине у ее границ. Об этом он заявил на совместном брифинге. Давайте его послушаем. За останні тижні Росія стягнула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з часу анексії Криму, яка відбулася в 2014 році. Росія повинна припинити військове нарощення в та навколо України, припинити провокації та негайно зменшити напругу. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал генсеку НАТО, что Украине нужен новый раунд санкций против России, а также прямая военная поддержка и укрепление украинских оборонных возможностей. Ми знаємо, що Росія використовує будь-які зусилля, щоб інші країни не допомагали Україні в оборонному комплексі. Для того, щоб підірвати наші оборонні можливості. Деякі заходи, про які я зараз говорю, може і виглядають дорогими, але ціна того, що ми будемо запобігати конфлікт, буде нижча, ніж ціна того, коли війна почнеться. Пане
Пане Игорю, как вы считаете, можем ли мы рассчитывать на помощь наших западных партнеров в случае полномасштабной агрессии? И на какой именно мы можем рассчитывать помощь? Как, по-вашему, будет действовать Североатлантический альянс? Ну, на самом деле, в первую очередь, конечно же, это будут заявления, но я думаю, вот опять-таки ремарка к сказанному коллеге, я все-таки думаю, нам будут активнее поставлять, соответственно, оборонные ресурсы и в том числе летальное оружие. Мы видим сейчас, обратите внимание на 2022 год, президент Байден США просит пересмотреть планируемый бюджет, увеличить его на 13% по ряду статей, то есть там, где, соответственно, может быть и помощь, в том числе Украине. Поэтому в данном случае очевидно, что действительно все готовятся. Что касается военных усилий, то, конечно, главное не дойти до этой большой войны, но, тем не менее, если что-то произойдет, нам необходимо будет вспомнить, опять-таки, о Будапештском меморандуме 1994 года и запросить прямую поддержку от Соединенных Штатов, от Великобритании, от Франции, потому что, к сожалению, именно НАТО как блок сегодня мы не имеем тех документов, которые бы нам гарантировали вступление там на нашей стороне в случае прямой агрессии. Именно поэтому сейчас руководство Украины форсирует как минимум предоставление Украины ПДЧ, поскольку наконец-то через 2 года поняли смысл внесенного в Конституцию Украины курса на евроатлантическую интеграцию. И, соответственно, к сожалению, только сейчас начали более активные шаги в этом пути. Но, тем не менее, я думаю, кстати, вот Турция, о которой мы говорили в начале программы, я думаю, что, скорее всего, если все-таки агрессия россиян будет идти с полуострова, с Крыма, то, очевидно, Зеленский вместе с Эрдоганом вели обсуждение того, чтобы Турция, скажем так, блокировала эти желания Российской Федерации. Скажем так, если Россия пойдет на Каховку, грубо говоря, и так далее, в связи с необходимостью получения контроля над Северо-Крымским каналом, то Турция может как единолично вступиться, соответственно, на полуострове, но тем самым не ввязывая другие страны НАТО. По схожей схеме, как это было с Азербайджаном і Арменією. Дякую дуже, пане Ігорю. Ігор Чаланко був з нами на прямому зв'язку. Голова Центру аналізу та стратегії політичної аналітики. Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя направление американских военных кораблей в Черное море, заявил, что США лучше держаться подальше от Крыма для их же блага. Предлагаю послушать вот цитату. Американским военным кораблям вблизи наших берегов делать абсолютно нечего. Это чисто провокационные меры, которые они осуществляют. Провокационные в прямом смысле слова. Они проверяют нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится. Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага будет. Также сегодня стало известно, что десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии РФ совершают межфлотский переход в Черное море под предлогом учений. С нами сейчас на прямой связи Максим Ялі, професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій в Національному авіаційному університеті. Пане Максиме, вітаю вас, салям алейкум. Доброго вечера. Пане Максиме, вот как вы думаете, переброска боевых катеров РФ с Каспийской флотилии в Черное море – это ответная реакция на корабли Америки, которые анонсировали, которые должны прибыть до 4 мая, или что? Это в целом вписывается в игру мускулами, бряцанием оружием, которое мы наблюдаем на протяжении нескольких недель. Я напомню, что все это началось, в том числе и обострение на Донбассе, после того, как Байден прямым текстом, отвечая на вопрос, подтвердил, что он считает Путина убийцем.
Путин в видеообращении отвечал, что он заставит и придется Соединенным Штатам и американскому истеблишменту, как он сделал ударение неправильно, считаться с национальными интересами России, они могут их отстаивать. Вот это мы теперь как раз и наблюдаем, потому что политический шантаж, военный шантаж, угроза полномасштабной войны в центре Европы является главным и излюбленным приемом Путина, и который, к сожалению, подтвердил свою эффективность в 2014 году и стоил нам оккупации Крыма и начала военной агрессии на Донбассе, потому что Запад испугался и не смог адекватно прореагировать, ввести жесткие санкции, что и привело к тому, что мы по-прежнему имеем военный конфликт. Сейчас то же самое. Главная цель Путина — это усадить Байдена за стол переговоров, заставить его признать в себе равного переговорщика, что, кстати, Байден уже и сделал, пригласив его на саммит по климатическим изменениям, да, и Путин принял это приглашение. И Байден также заявил, что он готов по тем вопросам, которые общие, глобальные проблемы, сотрудничать с Путиным. Поэтому эта риторика и бряцание оружием имеет, безусловно, и другие цели. Это также давление на президента Зеленского, чтобы заставить его выполнять политическую часть Минских соглашений без выполнения вопросов безопасности, без отвода войск, без прекращения огня, которого на самом деле не было ни одного дня с момента подписания Минских соглашений в феврале 2015 года. Ну и, безусловно, повысить уровень сплоченности вокруг себя внутри страны, государства. Эта пропагандистская машина вновь включена на полную, и это сплачивает основной электорат, который по-прежнему смотрит зомбоящик, верит тому, что рассказывают Соловьев, Скобеевы и так далее. Поэтому ставки будут повышаться, но подчеркну... Ну а до каких пор будут повышаться эти ставки, если Запад не будет идти на уступки, о которых вы упомянули выше? Ну, скажем так, сейчас Байден, как он признался, он хорошо знает лично Путина, и он понимает, что стоит за этой тактикой бряцанием оружием. Сигналы звучат четкие, возможность санкций и против Северного потока, и против российских банков, если вот мы замечаем, если там информация последних там, дней, недели в американских СМИ, до того, как переговоры, которые мы не видим, они официально, они всегда идут, пока не будет какого-то компромисса. В частности, Путину необходимо, чтобы ему дали достроить Северный поток-2, потому что он имеет, кроме экономического и геополитическое важное для него значение, а именно исключить Украину как страну-транзитера и убрать этот рычаг давления, в том числе и сдерживающий против полномасштабной агрессии, потому что по-прежнему есть контракт, да, на объемы там 40-50 миллиардов кубометров, и пока не достроен этот газопровод, не может полностью исключить Украину. Поэтому это еще один фактор, который сдерживает на самом деле Путина. Ну и безусловно, он 7 лет твердит, и пропаганда российская, что Россия не является участником конфликта в Украине, а лишь гарантом выполнения Минских соглашений. Если они начнут полномасштабную агрессию, безусловно, всем станет ясно, что это Россия, и пойдут серьезные санкции. А экономика России сейчас находится в гораздо худшем состоянии, чем она находилась в 2014 году. И тогда, напомню, под угрозой санкций и введения после секторальных санкций, которые действительно ударили по российской экономике, а главное, обвал цен на нефть, Путин остановился и не пошел дальше по созданию так называемой Новороссии. Хотя, безусловно, он от этой идеи не отказался, и нужно быть готовым. Другой вопрос, что наша украинская власть не делает того, что она должна делать в условиях такой полномасштабной агрессии. Это также подтверждает, что, видать, идут там переговоры, в том числе и с российской стороной, и наше руководство по-прежнему не верит
в реалистичность полномасштабной войны. Вот там президент Зеленский бегает под камерой CNN на передовой в окопах с журналистами, однако не развертываются войска, не дается там закон о территориальной обороне не принят, не идет мобилизация, не идет оповещение населения, как действовать, если будет такая полномасштабная агрессия. Ничего этого нет. Есть картинка, есть провал с вакцинацией от коронавируса, которой власть не справилась, и это очевидно также, которая таким образом отвлекает от насущных проблем, от экономики, от новых локдаунов, от которых ставят граждан. То есть, в принципе, и Россия, и Украина в этом, я имею в виду руководство, имеют определенные так называемые внутриполитические гешефты от этого. И поэтому частично выгодно это обеим сторонам. Другой вопрос, что страдает наше население, которое и так устало от проблем экономических и сейчас вновь впадает в панику и разжигается эти страсти. Дякую дуже, пане Максиме. Чохсагул нас Максим Ялє був з нами на прямому зв'язку. Професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій в Національному авиационном университете. К нашему эфиру сейчас присоединяется российский политический деятель Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Витаю. Здравствуйте. Хотят ли русские войны? Зачем Путин стягивает к границам Украины свои войска? По-вашему? Ну, тут ведь важно, кого вы понимаете под русскими, да? Если вы понимаете русский народ или российский народ, то, разумеется, нет. Разумеется, нет. Никто этого не хочет. Абсолютно. Нету идиотов таких. Другое дело, что не все понимают, что война будет не в телевизоре, а на самом деле. Не все понимают, что гробы пойдут в наши дома, что это будет не, понимаете, не шоу такое, да, где будут наши комментаторы эти биться в истерике и рассказывать, как все замечательно, а что это будет настоящая война. Это понимают, к сожалению, не все. Но войны наши не хотят. Но вот наше руководство, боюсь, что оно войны скорее хочет. И я боюсь, что им просто больше некуда деваться. Понимаете, в чем дело? Да, раскройте, почему? Что? Да, раскройте подробнее, вот почему, зачем, и также много вот проблем, экономическая, социальная сфера, коронавирус и так далее. Я и хочу это сделать. Значит, смотрите, Владимир Владимирович 22-й год у власти. Ему нечего предъявить гражданам в плане успехов, которые обосновывали бы его вечное правление. Он не может сказать, вот смотрите, как у вас растут зарплаты, смотрите, какие у нас стали замечательные дороги, здравоохранение и так далее, и так далее. То есть сказать-то он может и даже иногда говорит, но ему в этом, разумеется, никто не верит, потому что жизнь на самом деле совершенно не такая. Единственное основание для того, чтобы он продолжал быть у власти, это враги. Враги вокруг и враги внутри. И представление о том, что вокруг и внутри враги, наше телевидение вдалбливает людям в голову уже который год. Но в этой картинке есть одна серьезная такая внутренняя проблема. Если кругом враги, то периодически с врагами надо воевать. Потому что если нет войны, тогда люди начинают догадываться, что врагов никаких нету, а есть просто попытка прикрыть собственную некомпетентность, воровство и нежелание уходить от власти. Значит, иногда надо как-то хотя бы чуть-чуть воевать. Если бы Украина нам помогла и, например, вторглась в Ростовскую область, то это было бы просто совершенно прекрасно для Владимира Владимировича Путина, и все было бы чудесно. Мы бы защитили Родину и были счастливы. Но, к сожалению, ни Украина, ни кто другой нападать на нас не хочет. И, соответственно, такого подарка нашим властям не делает. Значит, приходится нападать самим. Я думаю, что причины этой возможной войны, дай бог, чтобы все-таки пронесло, но причина этой возможной войны сугубо внутриполитическая. То есть, по-вашему, Путину нужна сейчас такая маленькая победоносная война? В Сирии не получилось, зато вот есть Украина под рукой, да и плюс выборы приближаются в Госдуму. Так получается? Да, но только выборам это не поможет, никакой консолидации не будет, никакого донецкого консенсуса, аналогичного к крымскому, в России не будет, потому что всех уже достали эти разговоры о распятых мальчиках, о том, как злые бандеровцы не разрешают говорить по-русски и так далее. Вообще все это уже никого совершенно не интересует. Да? Но он, если он это сделает, то это будет сделано не ради того, чтобы
добиться чего-то в плюс, как бы, понимаете, там, увеличить рейтинги, там, еще что-то такое, а ради того, чтобы удержать вот тот сужающийся постоянно плацдарм, на котором они находятся. Так что здесь важно даже не то, будет ли эта война победоносной, а важно, ну, то есть смогут ее подать как победоносную, а важно просто доказательство того, что весь мир против нас, что мы окружены врагами, ну и поэтому, конечно, не вовремя нам менять Путина на кого-то другого. Но если предположить, действительно смоделировать такой худший сценарий развития событий, как вы думаете, где может быть условно российско-украинский фронт? Ну, у нас есть материковая граница между Россией и Украиной, это линия соприкосновения на Донбассе, это оккупированный Крым. Вот где может быть вот эта гипотетическая точка столкновений? Ну, вы знаете, в последний раз я занимался военной тактикой в студенческие годы на военной кафедре. Я точно не тот человек, с которым имеет смысл это обсуждать. Я думаю, что наши ударят везде, где смогут, если это произойдет, не дай бог. А как же реакция Запада? Путин не боится более радикальных санкций, более серьезной реакции Запада? Ну, вы знаете, ведь пойдет или не пойдет он в атаку на вашу страну, зависит от того, какую цену он за это заплатит. Да? А цену он может заплатить, две цены. Он может заплатить ту цену, которую ему выставит Запад своими санкциями, и он может заплатить ту цену, которую выставите вы. Значит, насколько он боится санкций Запада, мне очень сейчас трудно сказать, потому что, понимаете, вот эти там условно российские элиты, верхние 10 тысяч, они, конечно, страдают очень сильно от санкций, и они их не хотят. Я не уверен, что они могут повлиять на президента. Сам же президент и его какие-то ближайшие друзья и товарищи, они уже прошли точку невозврата, им терять особенно нечего. Значит, они уже, конечно, вынуждены будут сидеть, окопавшись здесь, за большими заборами, с охранами и бесполетными зонами, чтобы благодарный народ не пришел в их поместье. Вот. Думаю, опасается западных санкций, но не очень сильно. Я думаю, что он надеется на то, что Запад серьезных санкций предпринимать не будет, потому что Запад думает, ну, любая страна думает прежде всего о себе, о своих интересах, то есть они не будут предпринимать те санкции, которые им самим будут дорого стоить. Но есть вторая цена, которую его может выставить вы. Путину трудно пойти на большие человеческие потери, потому что когда и если, не дай бог, в дома его же электората будут возвращаться их сыновья и внуки в гробах, то этот самый электорат может отказать ему в поддержке. Понимаете, отказать. И скажет: царь не настоящий. Так неправильно, так не должно быть. Да? Поэтому это то, чего он боится. Поэтому если он считает, а этого я не знаю, разумеется, да, если он и его там разведчики и прочие считают, что украинская армия, во-первых, сильна, во-вторых, готова к сопротивлению, тогда войны не будет. А если он считает, что украинская армия слаба, что ее боевой дух слабый, что воевать они не захотят, начнут разбегаться, вот тогда война более чем вероятна. Знаете, мир сохраняет паритет. Вот если будет паритет, то войны не будет. Вот, кстати, про его электорат и про россиян хотела спросить. Полномасштабная война против Украины, как мне кажется, вряд ли реально без одобрения россиян. Вот Путину действительно нужен ли этот карт-бланш, или я ошибаюсь, или абсолютно не имеет для него значения, что скажут россияне? Нет, это имеет для него значение, потому что с какого-то уровня неприязни и ненависти ни один диктатор удерживаться не может. Это для него важно. А народ России, я убежден совершенно, войну, масштабную войну, не одобрит. Он может одобрить конкретную, короткую и желательно без потерь операцию, как он одобрил операцию в Крыму. Вот в Крыму операция была одобрена подавляющим большинством нашего населения. К стыду нашему, да, вот к нашему стыду она была одобрена. Когда Крым был захвачен, то менее 1% населения осуждало это действие. Вот я был в этих менее 1%, понимаете, в таком ужасном меньшинстве. Вот. Такую операцию наше население может одобрить. Войну, вот настоящую войну, ни в коем случае. Спасибо вам большое, Леонид Яковлевич. Çok sağ olunuz.
Леонид Гозман, российский политический деятель, был с нами на прямой связи. Ну а я вынуждена, к сожалению, завершать этот блок, но я с вами не прощаюсь. Я говорю вам корушкенджи, то есть до свидания. Эфир телеканала АТР продолжает часовая программа «Рамазан Берекетте», а потом через час мы вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь Корушкенджи». Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, хырымларға истеклеріні бер ютында дәвлетлеріні. Сенден хайры yok кімсеміз. Ветан için dua etemiz. İmdad bekle, hırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden hayttık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Дымма сағыр турам чатал yollarda. Құш тұтам деп бақаларны тұтқаным. Көзлерімні жойғаныммен тарлада. Женет суы беллеп, көз яш ютқаным. Чызма кебі баса мені бір қая. Юрегімні кімдір тепе соқақта. Аяқларым жам үстінде эптая. Дүл-дүл кібі турам епта сырықта. Тікі клебінің еплеріні кесмейіп, ертіларда. Сачақланды дудақлар, көкте ұчқан рухлар, қабыр ташлары, омызыма қона, еңлей аяқлар. Ерде ятқан юрегімні көтердім, юрексізге бағышладым үмітні. Тарла алып келді менің көзімні, көрдім көзі көрген соқыр миллетіні. Қабырташтан қопқан парчаны, уфатып мен сілдім ертіқ лебіме. Сырықта кемерді бірден жанланды, вегерлешті. Çıkmış yere kalbime.
Haydi kettik degen sesler çalındı. Eyran oldu dımma sağır kulağım. Ateş yana dersin düldül yalını. Eyran olup oksuz kalma toprağım. Selam aleyküm saygılı teleseyirciler. İşte mübarek ve çok vakit beklenilgen Ramazan ayı gelmekte. Bu güzel misafirini 11 ayının sultanını biz karşıladık ve bugün 1. Ramazan ayının günü orazada bulunamız. Ve elbette ki her bir iman etkeninin yürekleri bu günleri nur ile tola. Ne için? Çünkü bu günler yılның en güzel günlerinden birisidir. Ve Allah Teala bizlerge bu mübarek ayının günlerini ve gecelerini en güzel şekilde geçirmege yardımcı olsun. Bu günlerini oraza ile geçirip, gecelerini ise namaz okup, Kur'an okup, ibadetler yapıp, bizim kalbimizin, yüreklerimizin günahlardan olgan totunu silmek Allah Teala bizge nasip eylesin. Ve elbette ki saygılı teleseyircilerimiz, Ramazan bereketi programımız, endi adetlerimiz üzere sizinle beraberlikte olarını yapmağa tırışamız ve Allah sizinle hepinizden razı olsun. Bu yılı da istisna olmayacak ve geliniz başlayık programımızı bizim yaşlarımızın hayırlağının. Geliniz kısa video levhanı seyreteyik. Hoş geldin Nur Ramazan, Müslüman sana ayran, seni verdi yaradan. Hoş geldin Nur Ramazan, 11 ayının sultanı, rahmet dolu anı, mübarektir bayramı. Hoş geldin Nur Ramazan, sen, men, o, biz, hepimiz, sevinç dolu gönlümüz, temiz olsun kalbimiz. Hoş geldin Nur Ramazan. Beraber olup coştuk, sevapka sevap koştuk. Biz hakka yakın olduk. Hoş geldin Nur Ramazan. İşte saygılı teleseyirciler, çok memnunum. Endi birinci günlerden başlap bizge çok video levhalar siz yollap başladınız ve hatırlatam ay devamında demek da bizni ogumuzda çok günler var. Onun için programmamıza koşulmağa istegenler yollаңыз mağa mutlaka biz sizin yollagan video levhalarınızı gösteririz. Ve şimdi ise bizden canlı Bağda Milli Meclis reisi Rifat Ağa Çubarov. Selam aleyküm Rifat Ağa. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar olsun birinciden ve ikinciden Ramazan ayı hayırlı ve mübarek olsun Rifat Ağa. Cümlemize hayırlı olsun mübarek Ramazan ayı. Umumen Rifat Ağa Ramazan ayı başlandı. Duygularınız nasıl? Aslında bu günleri, birinci günleri Ramazan ayı kelgenden Müslüman insanların yüreği böyle güllep başlay, böyle duygularını duyasınız mı? Bu bilesiniz Ramazan ayı böyle bir büyük devamlı bayram ayı gibi kelgeni tünevinden ya da 2-3 günden evvelsi duyulmaya başladı. Çok yerlerde arkadaşlarımız, dindaşlarımız buna hazırlıklarını alıp barganlarını hepimiz görüyoruz. Ve gerçekten de Allah hepimize Ramazan ayına yetmeyi nasip etti. Ve bunu birinciden çok büyük böyle
işte kıvançla ve teşekkürle kabul etmeye gerek. İstedik ki bu mübarek Ramazan ayının her konu dindaşlarımızga, milletimizge bereketli olsun. Elbette Rabbimiz bizim yüreklerimizge tüm Müslüman ümmiyetine, Kırım Tatar milletimizge sevgi ve hürmet aşıladığını isteriz yüreklerimizge bu günleri ve devamlı öyle olsun. Elbette oraza tutmaya niyet etken dindaşlarımızga Allah bu niyetlerini kabul etsin ve yardımcı olsun. Ben Kırım Tatar Milli Meclis olarak ve ayrı bir şahsi Kırım Tatar toplumunun bir şahsi olarak çok isterdim ki şimdi hepimizden beraberlikte Kırım'da olmaya ve dışarıda mecbur olan dindaşlarımız, vatandaşlarımız da şimdi Kırım'da olsak edik. Çok orada bugün olgan acıları ve ağırlıkları biz orada siler edik, ilk olmaz idi. Ama şimdi bu zor durumda Rusya'nın işgali devam etti. Bu mübarek Ramazan günleri oraza tutkanda, iftarlarga insanlarımızı davet etkende, bütün bu zorlukta olgan korantalarımızı hiç unutmayık da ve onları her vakit birinci sırada bu bizler yardım edecek. Bizler onların yaralarını böyle bir sipacak kişilerden birisileri olayık da onların ballarına elimizden gelgeni kadar yardımcı olayık ve hapiste olgan dindaşlarımızga da bu Ramazan ayın devamından da becerdiğimiz kadar ziyadece böyle bir dikkat edeyik da ve onlar da orada oraza tutalar çoksu ve tek hastalar belki biraz zorluklar bu oraza tutmasından çekerler ve onların da oradaki tutan orazaları böyle duyulduğuna biz buradan becerdiğimiz kadar onlara yardımcı olayık. İşte gelgen Ramazan ayı milletimizge çok hayırlı olsun. Ben eminim Allah'ın yardımından bizler bu ağırlıklardan da geçeriz ve vatanımızda milletimizin geleceği hem ana toprağımızın geleceği parlaktır. Ben buna eminim ve buna hepimiz dualarımızı alıp barıyıq. Ve Ramazan ayı Rifat ağa mutlaka umut ayıdır. Yüreklerge umut bergen böyle bir ay. Aslında bu ayda umutlarınız nenin bağlıdır Rifat ağa? Şimdi bütün umutlarımız bu gerçekten de bunu kimden burada sorasanız Kırım'ın dışarında ve Kırım'da da aynı insanlarımızdır. Hepimiz işte Kırım'ın geleceğini düşünüyoruz ve bu sonki 7 sene milletimizin başına gelgen zorlukları çetke çekip bırakmaya yollarını arayıq ve ümitlerimiz işte bizim dindaşlarımızın, milletimizin geleceğidir. Buna hepimiz niyetlerimiz ve yapkan bütün ibadetlerimiz Allah'tan bunu sorayıq. Allah bütün yapkan dualarımızı yapacak, ibadetlerimizi kabul etsin. Rifat ağa çok sağ olunuz bağlanğanınız için. Beraberlikte Allah Teala bu ayını geçirmege bizlerge nasip eylesin. Çok sağ olun. Amin. Saygılı teleseyirciler, hatırlatam şimdi canlı bağda bizden Milli Meclis reisi Rifat ağa Çubarov bolundu. Biz ise yayınımızı devam etemiz ve Ramazan ayı Kur'an ayıdır ve bizim yaş balaçıklarımız, bizim gençlerimiz Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabını okup bizlerge yollay keliniz. İslam Çavuş, Kiev, Çayki kasabasında yaşayan gençimiz Bakara suresinin Ramazan hakkında ayetlerini okup berdi. Keliniz onu dinleyik. Selamun aleyküm. Benim adım İslam. Ben 12 yaşındayım. Ben Çayka köyünde yaşayım. Bugün ben sizge Kur'an'dan Bakara surenin 185 ve 186. ayetlerini okumaya isteyim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Bu mübarek ayetlerde Allah Teala bizge oruza için emir verir. Allah bizim için zorluk istemez, kolaylık ister. O bizge çok yakındır. Dualarımızga her vakit karşılık verir. Biz de ona tazim ve şükür yapacağız. Dostlar, Ramazan ayı hayırlı olsun. Allah oruzalarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin. İşte saygılı teleseyirciler, çok sağ olsun yaşlarınız. Böyle aktif birinci günlerinden başlap yardımcı olalar bu programını en güzel, en meraklı şekilde yapmak için. Allah hepimizden razı olsun. Biz ise yayınımızı devam edemiz ve stüdyamızga misafirimiz geldi. Kırım Müslümanları Dini İdaresi'nin muftisi Aydar Hoca Rustemov. Selamun aleyküm Aydar Hoca. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar olsun birinciden. İkinciden Ramazan ayı hayırlı ve mübarek olsun. Amin cümlemizge. Duygularınız Aydar Hoca nasıl? Ana geldi. 11 ay beklenilgen ay geldi. Duygularınız nasıl? Gerçek mi aytayım? Elbette gerçek. Bunda yalan olmayaydı. Tamam hanım. Tam şimdi biraz yorgunum. İftarını bekleyeyim. Ama bu tatlı yorgunluk. Evet. Çünkü Peygamberimiz ayette eğer bir oraza tutkan insanın iki huvançı var. Birinci huvanç işte bu dünyada iftarın beklegende, ikinci huvanç işte inşallah Rabbi Teala anda görüşkende. O sevaplarını alganda inşallah. İnşallah. Umumen bakanda elbette ki duygular çok nasıl aytayım böyle bir büyüktür. Ne yapıyorsun? Ramazan ayı yani o kadar bir azim aydır ki bir nehir gibi. Sen o nehirge kirgen son mutlak temiz çıkmak gereksin. Eğer sen o nehirge kırdın da ve temizlenmedin demek ki ente fi husran-ı mubin. Yani artık seni hiçbir şey kurtaramaz yani. Ya ve bu ifadede de nice hadisler var, metinler var. Ramazan ayı Allah'ın subhanahu teala büyük azimkar bir nimettir. Yani bilemiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette Ramazan ayın gelgeninden Allahu Teala bütün cennet kapılarını açar. Bütün cehennem kapılarını kapata. Ve bilemiz ki ulemalar yani bu sözlerini anlatırken aytalar bunda iki mana olabilir. Hem de gerçek mana çünkü bilemiz ki hem cennet hem cehennem yaratılgan. Yani gerçek manada hem cennet hem cehennem kapıları birisi kapatıla, birisi açıla. Başkaları değil mecazi anlamında. Çünkü hadisin devamı var. O hadiste kaydedilir ki şeytanlar zincirga alına. Demek ki böyle bir muhit peyda ola ki insandan çok hayırsever işlerini Allah subhanahu teala sevgen işlerine kalka. Yani böyle istegi peyda ola. Bu birinciden, ikinciden de Allah subhanahu teala sevap bağışlay. Ramazan ayı bu oraza ayıdır. Oraza ayıdır nedir? Bilemiz ki cennette nice kapılar var. Bu kapılardan birisi Rayyan. La yedhulu minhu illa saimun. Ve bu kapıdan
тек ораза tutkanlarını кірер bu kapıdan. Bu kapıdan orazа tutkanları kirген soң bu kapı kapatılır. Hadiste öyle kaydedilir. Ve o kapıdan artık hiç kimse giremez. Айдар Hoca, aslında Ramazan ayı bu öyle ay ki vakit halkımız, bütün Müslümanlar her vakit birleşe, çok ibadetler böyle kolektif şekilde geçirilmeli bu ayda. Ama yazıklar olsun kendi adet oldu mu ne ikinci yıl bu karantin şaraitlerde uğradık. Aynı Ramazan ayında lockdown diler işte çalışmay endişindeki günlerde normal şekilde ne şehir ne de infrastrukturaları de nasıl geçireceğimiz bu ayını, nasıl çareler var umumen mında Kiev'de, Ukrayna'da? Bu koronavirüs belası bütün dünyana sardı. Bu hususta ayrıca benim dersim var idi, hutbem var idi. Bu koronayı inkar etkenlere hatada buluna, onu tam inkar etmeye doğru değil. Ama işte Kenne'de Ukrayna baksak, Kiev'e baksak, bilemiz ki lockdown ilan ettiler ama Kenne'de dini tedbirleri yasaklanmadı. İşte bir sınırlar var. Bir kişi 10 metre kare için. Bu tedbirlerde, bu tedbirlerin bir manası vardır ve ona mukayyet olmak gerektir. Benim düşüncem öyledir. İftarlarına ise baksak, bunda toplum balaban iftarlarını biz yürütmeyeceğimiz ve ben tavsiye ettim. Böyle büyük balaban sık sık oturulgan sofralar yapılmasa, eğer yapılsa küçücük sofralar kurulsun. Yani balaban böyle, çünkü bu iftarlarda artık bilmem 100-200 adam toplansa, sık sık otursa elbette ki bu vesile olur bu koronanın yayınlanmasına. Onun için yani doğru görmem ve tavsiye etmem ama küçücük iftarlar yapılabilir. İşte bu da Allah'ın subhanahu teala bir takdiridir. Yani onu közge alıp işimizge, hayatımızga devam etmek gerekmez. Nasıl Ömer bin Hattab ayıttı. Bilemiz ki ona Abu Ubeyde onun yanına geldi. Dedi ki veba yayınlanğanda ne için sen Allah'ın takdirinden kaçasın? O dedi ki sen ne aytasın? Yani Allah'ın bir takdirinden başka bir takdirine kaçan. Yani. Onun için tedbirlerini alıp işte elhamdülillah de buna da devam etmek gerektir. Айдар Hoca, aslında halkımızda Ramazan ayını böyle adı baylanıp kaldı oğa 11 ayının sultanı. Men yayınға hazırlanğanda öyle oturup düşündüm aslında ne için öyle ad bergendirler sizince? Ne için 11 ayının sultanı? Men belesem çünkü bu ayda bu ayının nice faziletleri var ve bu faziletlerini biz müzakere ettik. Bütün faziletlerini değil. Yani nice başka bir faziletlerin bu ayın faziletleri var. Bilemiz ki Şahru Ramazan'ellezî unzile fihil Kur'an nasıl işte İslam Çavuş okudu şimdi Balaçak bu ayetlerini. Bu ayda Kur'an-ı Kerim indirildi ve bilemiz ki başka rivayetlerge göre ve hadislerge göre tek Kur'an-ı Kerim değil. Bütün ilahi kitaplar bu ayda indirildi. Demek başka peygamberlerge verilgen kitaplar da Ramazan ayında. Evet. İbrahim Aleyhisselam ya da olsun Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ya da olsun İncil ya da olsun Tevrat. Bütün bunlar Ramazan ayında indirildi. Ve onun için Ramazan ayı bu Allah'ın kitabının ayıdır. Ve biliriz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda Cibril'in aleyhisselam bütün Kur'an-ı Kerim'ini tekrarlaydı. Müzakere eteydi. İkinciden Ramazan ayı bu cömertlik ayıdır. Yani rivayetlerde geçiyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en cömertli insan idi. Ama Ramazan ayında bundan da ziyade cömertliydi. Sanki dersin azad bir yel. Bu mecazdır. Onun için
yani bu ayda ayrıca ne var? Leyletul Kadr var. Kadir gecesi. Kadir gecesinin ne kadar azim olgan gecesini bilemiz. Hayrun min elfi şehr. Bin aydan hayırdır. Eğer bir amel, Allah'ın sevgen ameli bu gecede yapılgan, nice sevaplarga insan alabilir. Bu faziletlerge işte ölçeseniz anlarsınız. Onun için dediler sultan. Bütün ayların sultanı. Ve hatta bile bazı rivayetlerge göre Müslümanlar öz takvimini kurganda bir bakış var edi Ramazan başlanmağı. Ne için? Çünkü mesaj отчетности diyeyim de. Çünkü Allah subhanahu teala Kadir gecesinde bağışlay insanların rızıklarını. Ne olacak gelecek senede? İnsan ne kazanacak, ne olacak? Ve ne meraklı ki Aydar Hoca, dinimizde çok çeşit türlü ibadetler var. Çok çeşit türlü ibadetler var. Ama böyle dinimizin esaslarını alganda Bunyal İslamı ala hamsinde İslam dini 5 asılda kurulgan hadiste geçiyor ve onların birisi bu kelime şehadet ve 4 ibadet geçiyor. Namaz, oraza, zekat ve acılık. Aslında bu akta oraza da kirgen munda. Onu demek dini esası olarak kıymeti için mi ya da fazileti için mi var mı İslam dininin alimleri nasıl bu meseleyi anlatır? Çok ibadetlerden aynı oraza dini asılı olarak kirgen. Bütün esas ibadetler İslam dininin esaslarına kırdı aslında bir baksan. Çünkü bilemiz ki oraza farz orazası var ve nafile orazası var. Namazlarga bassanız namaz da rukundur, esastır. Ama farz var, 5 vakit namazları farz, cuma namazı farz ve nafile namazları var. Hac ve bazı ulemalar dediler hatta bile umre de vaciptir. O da işte ama umre ondan işte başka umreler insan yapabilir tatavvuan yani ziyade umrelerini yapabilir. Yani Allah subhanahu teala nasıl ona ibadet yapmaya o oju saylay, o oju tayin etti. Madem Allah subhanahu teala bunu böyle tayin etti demek ki onun mutlak büyük bir terin manası vardır. Ve ibadette ben her daim айтам, это вот вертикаль, да, взаимоотношения человека с Господом. Инсан ихлясмен yapkanda, то есть углубляется в себя, да, и происходит перезагрузка. То есть инсан işte bütün yapılgan hareketlerini, amellerini bir sene boyunca ne yapması gerek? Analiz yapması gerek, tekiştirmek gerek. Allah'a subhanahu teala nedamet getirmek gerek, yapkan hatalarını, onu kabul etmek gerek ve işte böyle ruhlanıp yeni bir hareketlerge, yeni bir maksatlarga erişmeye niyet almağa gerektir. Ve siz şimdi elbette ki ihlas meselesini götürdünüz ve ben de bugünkü Ramazan bereketi programmasının böyle mühim mevzusunu aynı ihlas hakkında sohbetleşmek isterim sizinle. Ve birinci sualım, bakınız, böyle kıymetli, terin manalı bir hadis var. Nerede Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayta, hakikaten hareketler niyettendir. Rusça deseng, поистине дела по намерениям. Ve bu niyet meselesi ve bu niyetinin ihlaslığı ya da samimiyeti, iskrenist olsa her bir insan için çok mühimdir. Ve birinci sualim bu haqda ihlas, yani samimiyet, iskrenist, Arap dilini siz aynı Arap dilinin inceliklerini bilesiz, anlatabilirsiniz mi? Bu söz neden çıkar ve nasıl manasını taşıyor? Ahlasa yuhlisu ya da Allah subhanahu teala ayta lebinan halisan. Yani tertemiz vasıf etti Allah Teala o kitabında ne sütünü. Nasıl işte Allah subhanahu teala işte kırlıktan, nemelerden
temiz, tertemiz su çıkar. Ayet var. İşte anda o kullanılan kelime, ifade halisan, tertemiz. İhlastan bundan geliyor. Ahlasa yuhlisu demek ki tertemiz bir şeyini etmek. Bu manada geliyor. Ve kaydedilmeli ki niyet ve ihlas arasında bir fark vardır. En-niyetu hiye a'ammu minel ihlas. Yani niyet mefhumu, понятие намерения, a'ammu, то есть более общее, daha umumidir. Neden? İhlastandır. Onun için eğer bir ihlas mutlak bir niyettir. Ama mutlak bir niyette tam bir bütün ihlas bulamazsın. Olabilir. Olsa ne güzel ki. Ne güzel ki. Anlatabildim mi? Onun farkını. Demek, sizin doğru anlasam, ihlas yani samimiyet, искренность bu ne vakit bir şeyden oğa karışkan şeylerini almak. Evet. Demek endi biz dinge onu koysak, demek bizni amellerimiz oraza olsun, namaz olsun, sadaka olsun ve ilahire, demek onun maksadı tek Rabbi için, Allah için. Ve odan hepsi görgen adam, maqtağanımda bir şey, onu hepsini ayırmak demek bu amelden. İşte niyetini alsak, niyetin tarifini, ulemalar onu nasıl tarif etti? Çeşitli türlü işte tarifler var. Onlardan birisi dediler ki kastu şeyi muqtarinan bi fi'lihi. Bir şeyini kalkanda yapmaya ya da yaparken onu kastetmeye böyle bir tarif var. Başka bir tarif İbn Abidi Hanefi mezhebini kasdu ta'ati ve takarrubi ilallahi. Yani bir fiilini yaparken kastetmeye Allah subhanahu teala'dan yakışlanmaya ya da Allah subhanahu teala itaat etmeye. Ben bilesem bu ifade, bu tariften böyle aşikar bir şekilde niyetin manasını açıklay. Onun manası öyledir. Ama hatta bile bu meselede, то есть в самом, в самом намерении человека приблизиться ко Всевышнему, в самом намерении человека совершить богоугодный поступок, то есть уровень очищения, ihlasın derecesi farklı olabilir. Onu anlatmaya istedim de. Asıl da bakınız, Haydar Hoca, baksak biz hepimiz orazalarımızı, hepsi ibadetlerimizi, hareketlerimizi tek Allah için yapmak gerekmiz. Ama evet, bu vaciptir. Oma umiru illa liya'budullah. Onlara emir buyuruldu. Allah'a spontane ibadetini muhlisina lahuddin. Yani bütün dini ona ihlasla nemetmek, yaşatmak için. Ve eğer de nefis var içimizde. Her vakit biz bir şey yapkanda işte fikir kele bunun böyle de yapsam başkaları yaxşıca görer edi ya da daha oğa oxşagan şeyler. Bu hareketlerimizni en temiz yapmak için neler yapmak gerekmiz? Nasıl hareketlerde bulunmak gerekmiz de özlerimizni, amellerimizni bu çeşitli türlü karşılıklardan temizlemek için. Umumen bakanda tavsiyeler çeşitli türlü olabilir. İşte onlardan birisi mesela oraza. İnsan onun bedeni zayıflanğanda, gerçekten zayıflanğanda. Yani orazanın hikmeti bundan peydadır. Şimdi insan vazgeçe aştan, yemeklerden, sudan, bedeni zayıflana ve içinden acı çeke böyle. İşte acı çekkende işte ihlas peyda ola. Gerçekten. Böyle öz fıtratını, öz tabiatını ne kadar aciz olganını anlarken gerçekten Allah spontane ona bağışlayan nimetlerini olsun basit bir yutum su, olsun basit bir ekmek parçasının nimetini anlamaya başlay ve dan Allah subhanahu yakınlaşmaya başlay. Murakabatun nafs, kontrol etmeye, özünü, her daim düşünmeye.
такой это внутренний джихад. Бұл аслында бір büyük bir şeyini sordunuz. Вопрос о очень великом на самом деле. Это постоянный контроль, постоянная борьба с внутренней, со своей низменной душой. Nasıl rivayetlerde geçiyor, hadislerde de rivayetlerde, в сообщениях говорится. O insanın nefisinden cihat etmeye, kureşlenmeye. Men şimdi çıktım bunu yapma. Gerçekten mi Allah subhanahu teala onu yapmaya tırışam? Ya da vay nasıl güzel okuyor Kur'an-ı Kerim'i aytmak. Ya da vay nasıl namazlarını kıla baksana. Ya da vay maşallah ne kadar dindar insan oldu ki oraza tutmaydı, oraza tutmaya başladı. Yani nasıl bu suallerge yani gerçekten insan Allah subhanahu teala için yapar mı? Ya da o nefisi için yapar. Onu kim cevaplanır? Tek o insan onu içinden anlamağa mümkün. Ramazan ayı mutlaka yardım ayıdır ve Ramazan ayında iman etkenler her daim birbirine yardım kolunu uzata ve Rifat ağa da kaydetti bu meseleni. Halkımızda şimdi böyle ağırlıklarga zulümge uğragan xorantalar var, onların balları kaldı ve bizim halkımızın faalleri bu siyasi mabuslarının balları için Ramazan ayının çerçevesinde böyle bakışlar yapkanlar ve bizden şimdi canlı bağda bu faaliyette iştirak etken faal Aliye Bariyeva Cankoy şehrinden. Selam aleyküm Aliye Tata, iştesiz mi bizni? Aleyküm selam. Aliye Tata, birinciden Ramazan ayının sizni hayırlayım. Bu mübarek ayga kirdik. En güzel şekilde Allah Teala yardım etsin bizge onu geçmege. Iştesiz mi? Eşten dinleyeyim sizni. Ve Aliye Tata, bilgenimizge göre Kırım'da böyle aksiya olup geçken siyasi mabusları için böyle yardım, bakışlar berilgen, siz de bu aksiyada iştirak etkensiz. Bu aksiya hakkında ne aytabilirsiniz? Birinciden selam aleyküm halkım, ümmetim. Bu kelgen Oraz ayının hayırlamak isteyim bütün halkımını ve bütün ümmetimizni. Allah yardımcı olsun bütün başlanğan işlerinde duaların ve ibadetlerin Allah kabul etsin. Ve elhamdülillah bu Araza ayın bizge Allah Teala bağışlagan bizlerge bir nimet olarak ve bu ayda bizim halkımız ve cemaatimiz, faalcilerimiz, istegen insanlar kol tutmağa istedi siyasi mabuslarımızın ailelerine, korantalarına ve onların ana babaları, balaları, oğlanları zindanlarda oturalar. Elbet onlar eksik olmasınlar deyip cemaatimiz istedi ki onlara kol tutup destek olmağa ve bu aksiya bultur oldu ve bu yılda devam etti. Elbette halkımız çette kalmay pek heyecanlana ve yardım etmek istiyor. Hem de bakışlar kolumuzdan gelgen tırıştık etmeye. Ve buna şimdi gelecekte hazırlanamız siyasi mabusların balaçıklarına bakışlar etmeye. Onun için onlar duysun ki, bilsin ki brozları değil de bu kıyın vakayada, bu sınavlarda halk onlarla beraber. Maşallah, Allah kabul etsin yapkanlarınızın. Pek gururlanan böyle ibret gösterilgen böyle aksiyalar geçkende. Çünkü men bilesem Kırım'da başka halklar da yaşaylar ve bunu göredirler. Rusya misal olarak bu insanlarını böyle kirletip böyle çeşit türlü habatlavlarla terörist, ekstremist deyip hapislerge bıraka ama halk onların xorantaların, balların öz xorantaları gibi böyle hürmet ete, sıcak beri, yardım ete. Maşallah pek güzel aksiyalar. Asıl da Aliye Tata, Cankoy'da yaşaysız bilgenime göre Cankoy şehri nasıl Ramazan ayını karşıladı ve çeşit türlü yerlerden haberler geliyor ki Kırım'da da
iftarlar keçirmege, teravih namazlar keçirmege yasak etkenler öyle mi? Öyle bütün Kırım'da belli oldu ki vakıyalarda camiler açık olacak, teravih namazını geçirmeye ruhsat bergen dayan olalar ama bilmiyoruz nasıl onlar da özlerine albaracaklar. Son iftarlar elbet yasak etildi, albarılmak ama bugün Orazan'ın birinci günü men eşittim ve bizim teklif ettiler, davet ettiler iftarga. Maşallah. Elbette halkımız hepsi bir Müslüman halkı ve birliğin gösterecekler. İnşallah iftarlar geçecek, azdan adamlar birkaç Kur'an'da toplanıp iftarlar geçirilecek inşallah. Demek hep bir böyle karantin şaraitlerinde böyle balaban iftarlar olmasa da ama işte bir iki üç Kur'an'da toplaşıp men belesem böyle adet olgan gibi endi yıllar devamında Kırım'da bu şeyler devam olacaktır. Elbet bütün yıl halk bekliyor büyük heyecanla, sabırsızlıkla Orazan'ı. Hepsi bir halk toplanacak. Başka şekilde olsa da Kırım'da vatanımızda bildireceğimiz varlığımızı, birliğimizi. Aliye Tata, Ramazan ayı bu umut ayıdır. Kırım şimdi nasıl umutlarla yaşay? Sizin duygularınız nasıl ve siz şahsen siz nege umut etesiz bu ayda? Neden bu ayda Allah Teala dualarımızı kabul etti? Neni soracak olasız? Şahsen benim maksadım ve niyetim, benim yanımdaki yakın insanlarım, herkes dua eteler, oraza tutup, tezden bizim Kırımımız serbest olganımız deyik. Tezden bizim ağa kardeşlerimiz, siyasi mabuslarımız hayırlısının azat etilgenimiz deyimiz. Tezden vatanımız boşasın da bu düşmanlardan ve bu zulümlerden ve bütün dünyada çekişken, eziyetlengen Müslümanların zindanlardan ve kıyın aldan çıkanlarını isteyimiz. Elbette ki biz doğru anlamaya tırışamız. Bu Allah'tan bir gelgen bir sınav. İnşallah biz geçerimiz, gururla geçerimiz bu sınavlarını. İnşallah. İnşallah. Çok sağ olun Aliye Tata bizden bağlanğanınız için. Kiev'den bütün Cankoy'ge ve bütün Kırım'a bizlerden selamlar ve biz de umut etemiz ki tez vakitte Allah'ın yardımıyla bu fırsattan faydalanmak isteyeyim. Halkımızın çağırmak isteyeyim. Birlikte siyasi mabuslarga onların Kur'an'talarına bir şimdi aksiya kete basılkalar cüberemiz siyasi mabuslarga sarılayıp da birlikte көрсетейік те bir olğanımızın, biz halk olğanımızın, güçlü olğanımızın göstereyik de. Onu aytmak istedim ve dinimizge sarılıp, bir olup yaşamak Allah kısmet etsin bizge. Çok sağ olunuz. Siz de çok sağ olunuz. Hatırlatam, şimdi bizden canlı Bağda Cankoy şehri bulundu ve faal Aliye Bariyeva bu günleri olar siyasi mabuslarının balaçıkları için böyle bakşışlar, hediyeler tarqatkanlar. Biz ise yayınımızı devam etemiz. Haydar hocam, programımızın vakti ırıp bitti yata ve daha çok sorular kaldı ama esasen sizden böyle şey soramak isteyim. Asıl da bu ayga kırdık ve hiç şüphelenmeyim öyle uçup getir ki bilmey kalarmız. Ve bu ayını kıymetini, bu ayının fırsatını joymamak için biz neni anlamak gerekmiz ve nege dikkatli olmak gerekmiz? Allah'ın bağı insan için her daim muvaffakiyet ve saadet iki dünyada hem bu dünyada hem öbür dünyada kazanmak için o mühimdir. Onun için benim tavsiyem Ramazan ayında hiçbir dakika, hiçbir saat, hiçbir saniye kayıt etmemek boş boşuna nafile. Kurmak gerek bir cedvel. En azından kim Kur'an-ı Kerim'de okuyor, bu Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de ayıdır. En azından bir cüz Kur'an-ı Kerim'den okumaya
bir ayın içerisinde hatim etmeye, bitirmeye nasıl Peygamberimiz salsan bunu yapaydı. Bu ayda buyurulgan gibi işte cömertlik ayıdır. Evet, yardım tarqatmağa, yardım etmeye, siyasi mahpuslarga bizzat kim yoksul kaldı, kim ihtiyaclı var, kim fakir fukari var, ne kadar yardımlar toplamak mümkün ise, ne kadar aksiyalarga iştirak etmeye mümkün ise koşulmak. Bilemiz ki mühim değil ne kadar sen vereceksin. Bazılar değil, ben ne vereyim ki, ben ne bağışlayayım ki, ama bilemiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette özünüzü cehennem ateşten kurtunuz bir yarım hurmanın bile olsa. Ve bilemiz ki sahabeler, safdaşlar bunu, yani bu hadislerini, bu tip metinlerini öyle anlaydılar. Kimin elinde ne kadar varsa 1 ruble olsun, 5 ruble olsun mühim değil. Mühim olan senin iştirakın, senin niyetini. Gönlü. Şey. Evet. Ve Allah subhanahu mutlak yani o işte bereket bağışlayacak. O ikinciden. Üçüncüden elbette ki oraza esas olarak tutmak. Teravih namazlarını. Kimse aytmasın, korona var, bilmem o var. Ben camiye kütmeyeceğim, korkam. Yani sen korsan camiye kütmeye buyur. Evde kıl. O iş ailenin Kur'an'tan bilemiz ki Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde Peygamberimiz bile teravih namazlarını cemaatle kılmaydı aslında. Evinde ocu kılaydı. Ondan sonra bu sünnetini Ömer ibn el-Hattab işte kırsetti ve sünnet olarak ümmetimizde kabul edildi. Bunu işte kaydetilmeliyiz ki. Çünkü man kâma Ramazan imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembi. Kim Ramazan ayında bütün namazlarını, bunda işte teravih de dahil, imanla, Allah'a iman etip ve işte Allah tarafından işte bunu yapsa bütün olgan günahlarını Allah subhanahu teala bağışlayısıyla. Bu esas tavsiyeler. Çok sağ olun Aydar Hoca. Şimdi ise biz gelecek rubrikamızga geçmek isterim saygılı teleseyirciler. Bu Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Ama Kur'an'ı okumaktan gayrı onu da ağnav meselesi vardır. Ve dinimizde Kur'an-ı Kerim'nin ağnavını ve onun ayetlerini derinliğini bilmek böyle bir bilgi var. Tefsir adlı bilgi. Ve bu Ramazan ayında biz niyetlendik dualarımızda, çeşitli türlü merasimlerde halkımız Mulk yani Tebareke suresini okuyor. Ve bu surede pek derin ve keng ayetler, manaları var. Onun için bizim vatandaşlarımız, imamlarımız, mollalarımız bu surenin ayetlerini tefsir ile anlatmaya tırışacaklar. Ve geliniz Mulk suresinin 1. ayetinin tefsirini bugün dinleyik. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi olsun sizlerin için. Ramazan ayı hayırlı olsun. Hepimiz bu Ramazan ayını birlikte bekledik. İşte bilgenimiz gibi Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Bunun için bu Kur'an ayında daha da çok ona yaklaşmamızga sebepçi olsun Allah-u Teala. Ve bu ayda Tebareke suresinden, Tebareke Mulk suresinden okumaya başlayalım. Estaizu billah, Tebarekellezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin kadir. Sadakallahu azim. Onun mealinde şöyle buyurmaktadır. Mal mulk sahibi elinde olan Allah tebarektir, mübarektir, her şeye bereket bergendir. O Allah-u Teala'dır. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. Ve o Allah-u Teala her şeyin üzerinden kadirdir, güç sahibidir. İşte bu ayetin tefsirine girmezden evvel biz bilemiz ki Tebareke suresini ne için seçtim? Çünkü bizler her daim urf adetlerimizge göre bu surenin dualarımızda, cenazelerimizde, eğilik dualarımızda kullanayımız, okuyumuz. Her vakit böyle bir sureye
yapışamız. Ne için bizler, baba dedelerimiz bu sureye yapıştılar. Ve bunun manaları nedir acaba? Onun fazileti, onun üstünlüğü ne sebepten dolayıdır? Bunun için biz Allah-u Teala'nın yollağanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den, hadislerinden öğrenemiz ki, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kur'an'da öyle bir 30 ayet vardır ki, o öz sahibine, insanlığa ahiret gününde onun günahlarının bağışlanmasını şefaatçi olacaktır. Başka hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Mulk suresi sahibine ahiret gününde şefaatçi olacaktır. Ve daha da çok hadisler vardır ki onun faziletli hakkında aytılan. Onun için bizler bu 30 ayetinin acaba manası nedir? Onun büyük bir Allah'ın o günde öyle şefaatçi olarak çıkmasına sebepçi olan. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu surenin 1. ayetinde şöyle buyurmakta. Mulk sahibi olan, elinde olan Allah tebarektir. İşte tebarek sözü bizim halkımızda dilinde her vakit kullanılır. Her vakit bizler aytamız ki mübarek olsun, bereketli olsun deyip aytamız. Bu bereket sözü acaba manası nedir? Onun manası eğer bir işte, bir amelde, bir harekette insanı cennetke yakınlaştırsa bu iş bereketlidir. Eğer bir iş, bir hareket insanı cehennem azaplarından, Allah'ın narazılığından bizlerini korçalasa bu iş bereketlidir. Yani bileceğimiz bir insan bir hareket yapkanı vakit Allah'ın istediğini gibi yapsa bu iş bereketli olacaktır. Ne için Allah-u Teala Tebarek suresinde bu sözünü seçti? Bu söz, bu kelime Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmekte. Birincisi Tebarek suresinde, Mulk suresinde, ikincisi ise Furkan suresinde geçmekte. Ve Furkan suresinde şöyle buyurmakta. Tebarekellezî nezzele ala abdihi ve ila ahiril ayet. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Tebarek olan Allah öz kuluna Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'ı indirdi. Onu bereketlendirdi. Çünkü biz bilemiz ki Allah-u Teala Kur'an'ı indirdi ve bizlerge bu dünyada bahtlı olmak için ve ahirette Allah'ın razılığını kazanmak için bizlerge ne de yaşamak için yol gösterdi. Çünkü biz aciz bir insanımız, nasıl yaşamak gerek olganımızı aklımızdan çıkaramız. Ve yanlış yapmaya ihtimalimiz vardır. Onun için Allah-u Teala bizim fıtratına uygun olan, münasip olan hareket yapmak için bizlerge Kur'an indirdi. Çünkü o bizim tabiatımızı yaxşı bilir. Ve devamında Allah-u Teala şöyle buyurmakta. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunun manası, iki manası vardır, anlamı vardır. Kadir sözü güç sahibi demektir. Yani Allah-u Teala her şeye güç vergendir. Her şeyini istediğini vakit mal mülkten alacaktır. Çünkü insanlar bir şey kazanmak için tırışsalar, bir şey elde etseler, Allah istediğini vakit o mülk ya da bilgilerini alacaktır istediğini vakit. Yani Allah öz kudretini bizlere gösteriyor. İkinci manası ise Allah bizlere ölçüsünü verdi. Her şeyin bir ölçüsü vardır, tabiatı vardır. Bizler bahtlı olmak için, nasıl yaşamak için bizim fıtratımızda da bir nizam vardır, sistem vardır. Ne de yaşamak için bizlerge bir ölçü vergendir Allah-u Teala. Bunun manası da budur. Allah bizlerini bir nizamga koydudur ve bu nizamga ne de yaşamak için bizlerge yol göstergendir. İşte bu ayetten anlağımız budur inşallah. Hepinizge bu ayetten faydalı ilimler almağı nasip etsin inşallah ve bu bilgilerini öz hayatlarınızda tatbik etmenizi isteyeyim inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte saygılı teleseyirciler, Ramazan bereketi birinci programması duymi, sezmi vaktimiz bitmekte ve sizden sağlıklaşmağa mecbur ettim. Hatırlatam,
бутик бірінші күн ве бізні да иншалла я да 28 я да 29 күн бекли огде. Оны үшін бірлікте, бері-бірлікте bu ayını келініс кечірейік. Сымсық Аллахны епіне Құран-ы Керимге ве оны дост доғыр yol көстерген Пейғамберіміздің алейхиссалату вассалам yoluna сымсық сықлашып, онен кетмеге девам етейік. Рамазан берекеті программасына сейреттіңіз, еліклерді көрішейік. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Україна сама обирає свій шлях, а Росія має звільнити окуповані території. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обговорили загострення на фронті та скупчення російських військ біля українського кордону. Міністр Кулеба сподівається, що НАТО допоможе стримувати Росію і наголосив, що Україна ніколи не стане частиною російського світу і готова до будь-якого розвитку подій. А генсек Альянсу наголосив, що Росія не має права впливати на вибір України. Це лише 30 союзникам вирішувати, коли Україна готова стати членом НАТО. Ніхто інший не має права втручатися в цей процес. І це суверенне право кожної нації, такої як Україна, запитати про членство. Це дуже важливий принцип, тому що Росія зараз намагається відновити свого роду сфери впливу, де вони могли б вирішувати, що сусіди можуть робити. За 2 тижні Росія наростила свою ворожу пропаганду, яка дегуманізує українців і культивує ненависть до українців. Росія цього разу не зможе нас зненацька застати. Україна і наші друзі залишаються пильними. Ми не будемо втрачати час. Якщо Москва почне нову спіраль насильства або нерозумно діятиме, це дуже дорого їй коштуватиме. У посольстві США в Україні закликали Росію припинити репресії проти незалежних журналістів в Криму і звільнити Владислава Єсипенка. Позаштатного журналіста «Крим-Реалії» затримали 10 березня в окупованому Криму. Його звинувачують в роботі на українську розвідку. Нібито він передавав спецслужбам журналістські матеріали, які готував за завданням редакції. Як пізніше стало відомо, до Єсипенка не допускали незалежного адвоката, а зізнання були отримані
тримані під тортурами. 6 квітня окупаційний Верховний суд Криму відхилив апеляцію на його арешт. Стурбовані повідомленнями про тортури російської окупаційної влади в Криму щодо журналіста-фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка, щоб змусити його до зізнання. Ми закликаємо його звільнити, а Росію припинити репресії проти незалежних голосів у Криму. Росія заборонила польоти до Туреччини. З 15 квітня припиняються чартерні туристичні перевезення. Офіційно через різке зростання захворюваності на коронавірус у Туреччині до 50 тисяч випадків на добу. За даними Асоціації туроператорів Росії, тільки на травневі свята були заброньовані тури до Туреччини на 400 мільйонів євро. Тим, хто вже встиг придбати путівки, пояснили, вартість туру не повернуть при його анулюванні. Заборона на авіасполучення збіглась з візитом до Анкари президента України Володимира Зеленського. Зеленський з Ердоганом обговорювали в тому числі і поставки ударних безпілотників до України. У Росії на це звернули особливу увагу, і міністр закордонних справ Лавров закликав відповідальні країни, в тому числі Туреччину, не підживлювати мілітаристські настрої Києва. Тому цілком логічно припустити, що це, як люблять росіяни, асиметрична відповідь Туреччині, нехай за рахунок своїх громадян. Херсонські прикордонники не пропустили 2 росіян-порушників кордону. Їх виявили під час оформлення судна в порту Миколаєва. Виявилося, що росіяни впродовж 3 років регулярно відвідували окупований Крим. Звісно, всупереч законам через неконтрольовану ділянку кордону. Їм заборонено в'їзд до України терміном на 3 роки. Старший солдат 10-ї гірсько-штурмової бригади Олексій Мамчій загинув в районі Майорського. Ще 2 бійців дістали поранення. Там окупанти скинули гранату з безпілотника та відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Стало відомо ім'я воїна, загиблого вчора від снайперської кулі під Шумами. Це старший солдат тієї ж 10-ї бригади Ярослав Карлійчук з Буковини. Ворог гатив вздовж всієї лінії фронту, зокрема і в районі ділянки розведення біля Золотого, а в районі окупованої Горлівки били навіть з гармат БМП та 120-мм мінометів. Напередодні чергового засідання тристоронньої контактної групи окупанти збільшили кількість обстрілів по всій лінії розмежування із забороненого мінськими домовленостями озброєння. При цьому інтенсивність інформаційних викидів та фейкових повідомлень у інформаційному просторі на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації значно зросла. Проросійські найманці продовжували загострювати ситуацію поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте, намагаючись виправдати власне небажання відкрити КПВВ з боку тимчасово окупованих територій. Продовження Каю кримсько-татарською. Ще 18 серій мультфільму про допитливого хлопчика презентують цього тижня на дитячому кримсько-татарському телеканалі «Ляле». Малюк бешкетує з друзями, грається та допомагає батькам пекти печиво. Голос Каю співачка Алія Хаджабадінова зізнається, подекуди складно було вийти з образу. Сен Кирлетон! Я озвучую головного героя Каю, йому 4 роки. Він цікавиться всім на світі, дуже відкритий, грайливий, привітний і чемний хлопчик. Спочатку було складно знайти тембр героя, тому що потрібно було говорити незвичним для мене голосом, але згодом після декількох спроб все вийшло, і я звикла до цього персонажу, і навіть після запису говорила як маленький хлопчик. Каю говорить і жартує, як і будь-який хлопчик 4 років. А режисер проекту Ніфізе Сейдаметова впевнена, він допоможе кримсько-татарським малюкам не лише весело провести час, а й опанувати рідну мову. Сеня Пасан, Каю. Емін з Бахчисараю, Осман Закмісджиту, Білял з Карасов-Базару зможуть себе уявити Каю, 4-річним хлопчиком, який так само спілкується з друзями, рідними, вередує, весело проводить час. У кожній серії прості життєві події, які трапляються з кожним. Разом із ним діти дізнаватимуться нові слова і таким чином почнуть вивчати свою рідну мову.
Перші серії «Каю» вже в ефірі. А цього тижня глядачі дитячого телеканалу «Ляле» побачать продовження улюбленого серіалу. Вай, ама да теске тем! Еглінджелі! Отже, чекайте на вихід нових серій. Вам неодмінно сподобається мультсеріал «Каю». До зустрічі в етері дитячого телеканалу «Ляле». Владислав Стужук, Ислам Пінка, Заман, АТР. Bulutlar, bulutlar. Ketici bulutlar. Çoңғарға, Қытайға. Етіci bulutlar. Alыңыз мені де. Көңілім açılsın. Көзімден яшларым yurtıma saçılsın. Bulutlar, bulutlar. Өлмек істеймен. Өлген сон көклерде күлмек істеймен. Алыңыз, кетейік дерялар четіне. Қарайық якындан чолпанның бетіне. Bulutlar, bulutlar. Қамышлық гөллерде йылдызлар тітреген. Оучсыз чөллерде. Мені де алыңыз, гүрілдеп явғанда, тауларға сипанып, деряға авғанда. Bulutlar, bulutlar, қайерден келесіз? Койымден, анамдан не хабер білесіз? Айтыңыз, бер-бер туйдурмай жылайық. Yollarga tökülüp, sararıp solayık. Bulutlar, bulutlar, yaylağa ketimiz. Esmamны көрсеңіз, selamlar etimiz. Yıkыңыз anamның yaşlı gözlerin, қолларын опыңыз, unutsun kederin. Селам алейкум, хайрлы акшамлар. Сайгылы АТР телеканалының телесейіржілері бүгін информацион программасының Сейф АТР Қырымның сесі яйында олмалы марафон черчевесінде сейір етесін. Студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова Чалышам ве Невбеттеке бір саат девамында Қырым ве Қырым етрафында үзберген сонки хаберлеріні музакере еттейджекміз. Ве Украина етрафында үзберген сонки кергінлік ақында да сөздер юрсетілейджек. Малым олғаны кебі бірқач автодыр енді Украинаның шарқи бөлгесінде кергінлік девам етмекте ве Украина истихбарат рапорларына көре Русия Украина сынырларына аскер чеке өзлерінің аскери
техникasını ketire ve işgal etilgen topraklarının militarizasiyasına devam etip, bunun beraberlikte Kara Denizge de bugün özünün harbi gemilerini keçirgen Hazar Denizinden ve alıngan malumatlarga göre bu Amerikanın iki özünün harbi gemisini Kara Denizge keçirmege istegenini haberinden sonra bu gibi hadiseler şimdi yüz vermekte. Elbette ki biz bu haberlerimizni yayında hem Kırım Tatar tilinde hem de Rus tilinde muzakere edecekmiz. En baştan ise Ukrayna-Türkiye münasebetleri hakkında laf etmege isteyimiz. Siz de bizim yayınımızga qoşulabilirsiniz. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını takdim ete 073 419 41 58 Viber vasıtası ile stüdyamızga telefon açmağa imkanınız var. Ya da Skype adresini de kullanabilirsiniz. ATR.TV bizim Skype adresimiz. ATR telekanalının saytına da abone olun sayılı dostlar. ATR.TV bu bizim adresimiz ve bu adres boyunca aboneni yapsanız bizim işimiz daha kolayca olur. Çünkü bugün ATR telekanalının mali problemleri ne yazık ki çözülmey kala ve bu sebepten ATR telekanalı kenedi özünün seyircilerinin yardımına muhtaç ve eğer biz bugün böyle çalışmaya devam etsek, bu sadece bizlerini destek etken sizler ve diğerlerinin yardımı ile zaten göresiniz. Biz böyle kısıtlı şekilde yayınlarga çıkamız ama kenedi kureyişimizni devam etmektemiz ve devam edecekmiz sayılı dostlar. Bunun beraberlikte bizim YouTube kanalımızda da abone olmağa imkanınız var. ATR büyük harflerinin latin urufatı ile anda biz hem online şekilde yayınlarımızı yükleyimiz hem de anda bizim bütün programlarımızı böyle zapis rejiminde bakmağa imkanınız var. Men size haberlerge geçmezden evvel bu Ukrayna sınırlarında yüz bergen haberlerge geçmezden evvel elbette ki sonki hadiseler sırasında bu rahatlık günleri Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye ziyaretinin başlamağa ister edim. Demek bu ziyaretinin neticeleri ve bu ziyaretten sonra nasıl bir hareketlerinin olacağını biz endi birkaç günden beri muzakere etemiz ve bugün Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov'un aytganına göre Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdogan Kırım platformasına İslam memleketlerinin da diğer temsilcileri koşulması için destek gösterecek eken Keliniz Mustafa Cemilov'un ne aytganını dinleyik. На зустрічі з Ердоганом я подякував йому за тверду позицію щодо Кримської платформи, але висловив думку, що цього недостатньо. Треба, щоб Туреччина використовувала свій вплив в країнах третього світу, ісламських країнах, щоб вони теж приєдналися до Кримської платформи. Ще до саміту в нас буде кілька поїздок в ісламські країни. Ердоган в цьому плані обіцяв нам тверду підтримку. Bizle şimdi Canlı Bağ'da Kahramanmaraş Üniversiteti'nin dış işleri münasebetleri siyasetşinas bölüğünün yol başçısı siyasetşinas profesörü Togrul İsmail Canlı Bağ'da var. Togrul Bey, selam aleyküm, hoş geldiniz yayınımıza. Aleyküm selam. Togrul Bey, rahatlık günleri Türkiye'nin resmi ziyareti Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy bulundu. Recep Tayyip Erdogan'ın tet-a-tet muzakereler yürüttiler. Mana bu muzakerelerinin ve bu ziyaretinin neticeleri hakkında laf edecek olsak nasıl mühim böyle bir noktalarını kaydeterdiniz? Çok teşekkür ederim. İlk önce sizi, ATR televizyonunu ve Ukrayna'daki tüm Müslümanları mübarek Ramazan ayı gelmesi münasebetiyle tebrik ederim. İnşallah çok sağ olun. Bu ay Ukrayna'ya barış getirir. İnşallah. Ve dost Ukrayna ülkesi de gerçekten barış içerisinde gelişmeye devam eder. O ki kaldı iki devlet başkanının görüşmesi oldukça önemli bir gelişmeydi. İki devlet ister Ukrayna ister Türkiye stratejik olarak son yıllar ikili ilişkilerini geliştirmekte. Bu açıdan dediğim önemli meselelerden biri de yani Ukrayna ile Türkiye arasındaki önemli gelişmeler. Yani bunlardan en önemlisi bana göre
yapılan son açıklamada Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunması. Bu çok önemli bir açıklamadır. Yani Türkiye bu çizgisinden hiç vazgeçmedi. Uluslararası hukuk açısından Ukrayna'nın yanında olacağını bir daha teyit etti. Yani Ukrayna'nın toprak bütünlüğü Türkiye için çok önemli meselelerden biridir. Yani bu meselede aynı zamanda Türkiye dost veya kardeş manevi bağı olan Kırım Tatarlarının durumuyla ilgili de çok önemli açıklamaları yaptı. Yani nitekim Türkiye sürekli olarak Kırım Tatarlarının, Kırım Türklerinin problemini kendi problemi olarak görmekte ve bunun için gereken yardımları etmektedir. Yani bu da çok önemli bizim açımızdan. Diğer açıdan önemli olan meseleler de diğer meselelerdir. Bu nedir? İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, diğer meselelerin gelişmesi, özellikle son yıllarda daha hızlı gelişen iki ülke arasındaki askeri teknolojik işbirliğinin pekiştirilmesi. Yani bu da çok önemli meselelerdir. Dediğim gibi bölgenin gelişimi açısından, iki ülke ilişkileri açısından. Yapılgan açıklamalar... Öte yandan Türkiye, bir dakikada şunu söyleyeyim bir cümleyle. Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizin barışçıl yollardan çözülmesinden yana olduğunu bir daha teyit etti. Bu da çok önemli. Yapılgan mühim açıklamalar sırasında hususan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kurulacak Kırım platformuna desteği oldu. Aytkanına göre Türkiye bu platformaga destek etti ve onun iştirak edeceklerini, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bu platformada iştirak edeceği hakkında endi birkaç aydan beri aytıla. Hem Çavuşoğlu'nun nutkundan biz bunu eşitken edik. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin bu Kırım platformasında sizin fikrinizce nasıl rolü olacak ve ne kadar mühim? Şimdi şunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Yani Karadeniz bölgesinde, havzasında bir meselenin Türkiye'nin orada olmadan çözülmesi imkansız. Türkiye'de bunu iyi biliyor, bölgedeki devletler de biliyor. Öte yandan Ukrayna meselesi gibi bir meselede ki burada çok faktörler Türkiye'ni bu meselede aktif hale getirir. Özellikle bu problemlerden biri, yine de tekrar ederim, Kırım Tatar meselesidir. Çok aktüel meseledir. Türkiye bununla direkt olarak ilgilenmekte. Bu hem manevi olarak hem kültürel olarak aynı kökten gelme ve diğer insan hakları ve diğer uluslararası hukuktan gelen problemlerle baktığımız zaman Türkiye'nin böyle bir platformun dışında kalması, burada rol olmaması imkansız. Dolayısıyla Türkiye bu meselede aktif rol alacak. Türkiye'nin pozisyonu değişmez. Onu söylemek gerekiyor. Yani Türkiye, tekrar ediyorum, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyordu. Savunmaya da devam edecek. Aynı zamanda tabii ki burada bu platformda da aktif rollerden birini üstlenecek. Şunu bildirmek istiyorum. Yani belki bazı uzmanlar, bazı yabancı ülke uzmanları Türkiye'ni dışlayarak bölgede bazı sorunları çözme düşüncesi içinde, ama bu yanlıştır. Yani Karadeniz havzasında, Karadeniz bölgesinde içinde Türkiye olmayan herhangi bir oluşumun, herhangi bir grubun başarılı olduğunu söylemek doğru değildir. Yani dikkat ediyorsunuzsa Amerika Birleşik Devletleri böyle bölgeye gemi gönderir, Karadeniz havzasına. Montreux Anlaşması'ndan dolayı Türkiye'den izin almak zorundadır ve diğer meseleler. Öte yandan olası herhangi bir bölgedeki çatışmada, diyelim ki Rusya, Ukrayna arasında Allah korusun olmasın diye barış olsun istiyoruz da, olabilse bir savaş, bir çatışmada yine ister Boğazlar, Montreux Anlaşması işin içine gider, Türkiye'nin tutumu girer yani ve diğer meseleler, çünkü Türkiye hem bölge ülkesi, bölgede istikrar istiyor, aynı zamanda NATO ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri bölgede. Yani dolayısıyla Türkiye'siz Karadeniz bölgesinde herhangi bir meselenin böyle tek böyle halli imkansız. Yani şu nedenle de onu diyorum. Türkiye'de bunu biliyor. Yani Türkiye'de bölgede dengelerin değişmesini de çok istemeyen bir ülke. Yani Karadeniz bölgesini hep barış denizi olarak görürdük Karadeniz'i.
Ona göre Kırım'ın ilhakı meselesi dengeleri değiştirdi. Şimdi bu nedenle de Türkiye dediğim gibi bölgede daha aktif rol üstlenmekte. Егер мына сонки yüz берген адиселерні көз өгіне алacak olsak, böyle хронологияны көтерecek olsak, demek ne oldu? Zelenskiy'nin Türkiye'ye gelmesinden bir gün evvel, bir gün öncesi Recep Tayyip Erdogan, Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Anda Putin işte Kiev'nin Donbas'ta provokatsiyalar yapkanını belgiledi. Sonra Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenskiy Türkiye'ye geldi. Türkiye özünün Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini böyle aşikar şekilde daha bir kere aydınlattı. Ve bugün alınan haberlere göre Rusya Türkiye'ye turist ketmesini ve turist uçuşlarını kısıtladı. Sizin fikrinizce bu yüz bergen uç hadise birbiriyle bağlı mı ya da ben böyle bir konspirologiya kırayım şimdi? Ya bu biraz şeye girdi. Yani olaylar bölgede çok gerilimli olduğu için olası her bir meselenin birbirinden sıkı bağlantısı olduğu gibi ihtimal verir. Tabii ki tesadüf değil. Yani şöyle bir şey, Zelenski'nin bir kere şunu söylemek gerekiyor. Ukrayna'dan yani bu heyetin, Zelenski başta olmakla ekibin Türkiye'ye geleceği önceden bilinmekteydi. Bu yani günübirlik bir mesele değil. Bu daha önceden planlaştırılmış bir meseleydi. Sadece bu olayların tırmandığı bir döneme denk geliyor. Çünkü Türkiye ile Ukrayna arasında yüksek istişare stratejik işbirliği platformu var ve bu her yıl devam ediyor. Bir yıl bu bildiğim kadar yani her dönem ya Ukrayna'da ya Türkiye'de bu görüşmeler devam etmektedir. Ama şimdi şurada Putin'in telefonundan önce de Amerika gemilerinin Karadeniz'e girme meselesi vardı. Dolayısıyla Putin'in sadece Zelenski'nin gelişiyle değil, bu Amerika'nın bölgeye gemi göndermesi meselesi de gündemdeydi. Dolayısıyla Putin'le Erdoğan telefondan görüşünce içinde her şey var. Yani burada sadece Karadeniz veya Ukrayna Rusya ilişkileri değil, her şey giriyor içine. Orta Doğu, Suriye, Kafkaslar, Karabağ, Türkiye-Rusya ilişkileri, Ukrayna-Rusya ilişkileri veya Türkiye-Ukrayna ilişkileri, her şey burada tabii ki konuşuluyor. Tabii ki Zelenski'nin de gelişiyle yine her şey konuşuluyor. Çünkü gündem çok aktüel, aktif. Ve Türkiye'de pandemi var ve rakamlar gittikçe artıyor. Hastalık çok, bu bir gerçek çünkü ben de yaşadım, çok ağır bir şartta Covid hastalığına tutuldum. Tedavi gördük şükür, şimdi iyiyiz. Yani dolayısıyla hem Covid bahanesi hem de Rusya belki biraz Türkiye'ye, bilemiyorum şimdi o konspirolojiye giriyor. Türkiye'ye gözdağı veririz mi falan olabilir. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yani Rusya eğer düşünüyorsa, ki ben düşünmüyorum şeye göre bağlandı. Yani Ukrayna-Türkiye görüşmesine göre geçici olarak bu charter reisleri durdurdu ve diğer meseleler. Ben yine de şunu söyleyeyim. Öyle olsa böyle, yani Rusya bunu bilinçli yaptı düşünsek böyle, şunu bilmek gerekiyor. Yani bu tür şeylerle Türkiye'nin Ukrayna politikasını, Karadeniz politikasını ve diğer politikalarını değiştiremezsiniz. Çünkü bazı şeyler Türkiye için maddiyattan çok çok üstün, paradan çok çok üstün. Yani Kırım Tatarı problemi, Kırım Tatarlarının problemi ki bazen maalesef Türkiye'de de bazı böyle tırnak arası profesörler var, diyor ki 300 bin Kırım Tatarına göre Rusya ile ticaretten mi 30 milyardan mı olalım diyen tırnak arası uzmanlar var. Ama genel itibariyle Türkiye'de şöyle bir şey var. Yani uluslararası hukuk her şeyin üstündedir. Yani uluslararası hukuk ne diyor? Ukrayna'nın toprak bütünlüğü var ve bunu dünya bir bütün olarak kabul ediyor. Bu bir. İkincisi, bırakalım uluslararası hukuku. Türkiye'nin kendine has değerleri var, çıkarları var. O da nedir? Karadeniz'de dengelerin değişmemesi. Bu önemli. Ve en önemli mesele
Kırım Tatarlarının, Kırım Türklerinin problemi. Yani Türkiye hiçbir zaman kendi soydaşlarını nerede yaşamasından asıl olmayarak yalnız bırakmaz. Onların problemini unutmaz. Dolayısıyla bu tür meseleleri bir araya getirdiğiniz gibi, yani bir de Türkiye gibi geleneksel dış politikası ve ilkesel yaklaşımı olan bir ülke ki bazen ben bakıyorum Rusya'da, Ukrayna'da veya bu post-Sovyet dediğimiz coğrafyada uluslararası hukuk çok da ciddiye alınmıyor. Ama bu bir gerçektir. Uluslararası hukuk var. Türkiye'de bu hukuku ciddiye alıyor. Bunu uyguluyor. İster bu Ukrayna'nın toprak bütünlüğü olsun, ister Montreux Anlaşması olsun, ister diğer meseleler olsun. Türkiye uluslararası hukuk dışına çıkacak adımlar atmaz. Yani tabii ki kendi ulusal çıkarlarından taviz de vermez. Bunlar çok önemli meseleler. Bir de şunu soramağa istedim. Sizin bilesiz bu Ukrayna'nın şimdi şarkında yüz bergen gerginlik neticesinde ve Rusya'nın Ukrayna sınırlarına asker sevk etmesi fonunda şimdi NATO ve Ukrayna münasebetleri böyle daha çok gündeme geldi ve müzakere edilmeye başladı. Zelenskiy'nin aytkanına göre Donbass'ta cenkni bitirmeknin yegane şartlarından biri bu Ukrayna'nın NATO'ga kirmesi. Bundan sonra işte Rusya'dan tehditler gelmeye başladı. Eğer Ukrayna NATO'ga girer ise vaziyet daha da gerginleşecek, daha da yamanlaşacak. Bu meselede Türkiye'nin tutumu neden ibaret? Ya Türkiye aslında Ukrayna'nın NATO üyesi olup olmaması meselesi Türkiye'den daha ziyade Ukrayna'nın problemi. Yani Ukrayna buna karar verecek. Türkiye gerçi NATO üyesi önemli bir devlet. Yani Ukrayna'nın sonuçta Ukrayna'nın NATO'ga kirmesi bu NATO'nun alacağı bir karar. NATO ülkelerinin alacağı bir karar. O sebepten bu bizim için de mühim. Tabii ki bu Türkiye'nin alacağı karar değil. Yani ben Türkiye'nin buna karşı olacağını, buna tepki göstereceğini de düşünmüyorum. Ama aynı zamanda da şöyle bir şey var. Şimdiki şartlarda da Ukrayna'nın NATO üyesi olması bir uzman olarak, ben uzman olarak söylüyorum. Yani Türkiye açısından değil, Türkiye'li uzman olarak söylüyorum. Ki çok da ben görmüyorum. Yani Ukrayna için çok gerekli bir mesele görmüyorum. Nedeni şu, nedeni de bu. Bak gördünüz yani şu anda Rusya NATO'nun kendi sınırlarına yaklaşmasına çok acayip şekilde tepkili. Yani Gürcistan'da olsun, Ukrayna'da olsun buna tepki gösteriyor. Halbuki bu Rusya, bu ülke 90'larda NATO'nun Doğu Avrupa'da yayılmasına, diğer şeylerine teşvik ediyordu. Hatta kendisi NATO ile işbirliğini pekiştirmişti. Şimdi bu nedenle şu bugünkü şartlarda Ukrayna'nın NATO üyesi olması meselesi bana göre Donbas sorununu da çözmez. Tam olarak çözmez. Krizi daha da tırmandırır. Bu uzman olarak söylüyorum. Ama Türkiye'nin devlet olarak yani tekrar ediyorum Ukrayna'nın NATO üyesi olup olmaması bu NATO ile Ukrayna arasındaki görüşmeler sonucunda gerçekleşen bir meseledir ve kolay değil. Çünkü orada herhangi bir NATO üyesi veto uygularsa Ukrayna'nın NATO üyesi olması kalır. Bu bir. İkincisi NATO'nun böyle bir tüzüğünde bir mesele var. Toprak sorunu olan, içinde sorunlar olan ülkelerin NATO üyeliğine alınması meselesi de çok problemlidir. Ama imkansız değil. İmkansız değil ama çok problemli. Yani bunu mesela şöyle bir şey değerlendirme açısından söylüyorum. Mesela biliyorsunuz ki NATO ülkeleri değişiktir. Rusya'nın ilişkileri bu veya diğer şekilde iyi olan veya Rusya'nın herhangi birisinden ilişki kurarak o veto hakkını da bunu bahane ederek kullanma meselesi de gündemde olabilir. Anlatabildim mi? Yani işi daha da kolaylaştırır veto için. Yani Ukrayna'da problem var. Onun alınması doğru değildir meselesi gibi. Yani şimdi iki ülke hem Ukrayna hem Gürcistan NATO üyesi olmak istiyor ama ikisinin de ciddi şekilde toprak problemi mevcuttur. Bu tür dediğim gibi ona göre zorluklar çıkarabilir. Ama siz de haklısınız.
imkansız hiçbir şey yok. Yani imkansız değil. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Togrul Bey. Bizle bağlanğanız için sizge de bütün Türk milletine, Anadolu Türklerine bizde Ramazan ayı kutlu olsun, hayırlı olsun diye aytamiz ve sizlerge de sağlık şifalar dileymiz. Çok sağ olunuz. Eyliklerde görüşkence Togrul İsmail bizle Türkiye'den canlı Bağday'da saygılar arkadaşlar. Kahraman Savaş Üniversiteti'nin halkara münasebetler ve siyasetşınaslıq bölігінің yol başçısı ve siyasetşınas professoru. Men ise Rus tiline keçem saygılı dostlar ve sonki bu Donbass ve Ukrayna'nın şarkı Ukrayna sınırlarında Ruslarının asker sevkiyatı meselesine keçemiz. Российская Федерация продолжает перебрасывать на территорию оккупированного Донбасса личный состав, оружие, боеприпасы. Только за прошлую неделю на Донбасс прибыли около 250 военных из России. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем заявил о проверке России отношений Киева и Запада. Он заявил журналу «Тайм», что агрессивные действия России у границ Украины станут для нас испытанием. Що вони хочуть зробити, то це підняти температуру рівно настільки, щоб показати, що Захід не впевнений у своїй підтримці України, що вони насправді не бачать в нас партнера. Це свого роду тест. Вони хочуть, щоб Захід боявся сили Росії, її могутності. У цьому немає великого секрету. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук не исключил сценарий полномасштабной агрессии Росії. Не можна сказати, що війна розпочнеться завтра, але за такої риторики, скупчення військ і загострення на Донбасі не слід виключати жоден сценарій дій Росії. Глава Министерства иностранных дел стран G7 и глава европейской дипломатии Жозеф Боррель призвали Россию прекратить провокации вблизи границ с Украиной. Ці масштабні переміщення військових, що проводяться без попереднього сповіщення, є загрозливими і дестабілізують ситуацію. Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість відповідно до міжнародних зобов'язань. Зокрема, ми закликаємо Росію дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ, які вона підписала щодо прозорості пересування військових, і виконати процедуру, встановлену відповідно до розділу 3 Віденського документа. Генсек Североатлантического альянса Ян Столтенберг призвал Россию к немедленному прекращению провокаций в Украине и у ее границ. Об этом он заявил сегодня на совместном брифинге с главой внешнеполитического нашего ведомства Дмитрием Кулебой. За останні тижні Росія стягнула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з часу анексії Криму, яка відбулася в 2014 році. Росія повинна припинити військове нарощення в та навколо України, припинити провокації та негайно зменшити напругу. Зараз з нами на прямому зв'язку політичний оглядач, народний депутат України 3, 4, 5 та 6 скликань Верховної Ради України Тарас Чорновіл. Пане Тарасе, вітаю вас. Салям алейкум. Алейкум ассалям, вітаю вас так само. Пане Тарасе, действительно, есть ли сегодня угроза полномасштабного вторжения России в Украину? Как вы думаете, почему Россия сейчас так масштабно стягивает войска к границам Украины и делает это сейчас? Это, в принципе, то, чего не было с 2015 года. Ну, власне кажучи, давайте так. Перше, Росія може мати найрізноманітніші плани, в тому числі і серйозного вторгнення на територію України. Чи це можливо? Так, це завжди можливо. Ми маємо справу з країною, в якій немає демократії, в якій немає навіть системи колективного прийняття рішень, і тому навіть самовбивче рішення може бути прийнято, якщо воно визріє в голові одного диктатора. Диктаторські режими можуть приводити до таких речей. Чи відбудеться це? Що може зупинити подібні плани Росії? Насправді, мені здається, що їх вже зупинили. Зупинили наші партнери, наші друзі на Заході. Росія мала надію, що
покричать і перестануть. Що обурення буде, але це буде обурення в вигляді дуже-дуже глибокої стурбованості. Так як наші західні партнери, на жаль, в 2014 році реагували на анексію Криму, на початок війни на Донбасі, коли навіть і Україну критикували і звинувачували в тому, що ми, мовляв, провокуємо Росію. Це було не так, як в 2008 році, коли відверто зрадили Грузію, але досить подібно. Росія розраховувала, що щось подібне буде зараз. Стомилися трохи від України. Особливо 2 останні роки, коли в Україні перестали вестися реформи, коли в Україні почала знищуватися антикорупційна інфраструктура. Володимир Зеленський, будемо говорити чесно, фактично став нерукоподаваємим на Заході. І в цій ситуації Росія була переконана, що вона зможе наростити ситуацію, можливо, провести додаткові агресивні дії і взяти українську владу під більший контроль таким своїм шантажем. І Захід це проковтне. Але, як бачимо, багато що змінилося. Що стало для цього поштовхом, можна сперечатися. Це можуть бути відголоски справи Навального. Це можуть бути історії нагнітання оцих російських втручань в західні вибори, ті постійні хакерські атаки. Це може бути, врешті-решт, обрання нового президента США Джо Байдена, який настроєний до Росії жорстко. А все же, пане Тарас, мне интересно, а в чем целесообразность на фоне и так огромного количества проблем внутри самой России? Это экономические проблемы, это и социальные, это и ухудшение ситуации на международных отношениях, да? То есть зачем еще больше усугублять ситуацию войной и идти на рожон? Ні, насправді, давайте називатися, Росія дуже часто свої внутрішні проблеми вирішує не підняттям економіки, не покращенням соціального стану своїх людей, а оголошенням маленької переможної війни, або демонстрацією, що весь мир проти нас, всі нас хочуть розрушити, всі хочуть нам нав'язати свою політику, а ми страна цивілізації, ми цього не допустимо. Ми всі сплотимося вместе. І тоді і спецслужби працюють активніше, і тоді ніякі вибори реально не відбуваються, повністю ніхто не зможе нічого проконтролювати, тому що Росія тоді замикається, робить ще більш диктаторською державою. Тому насправді для Путіна це є серйозний варіант. Але я думаю, що тут мова йде про дещо інше. Путін, нагнітаючи цю ситуацію, він навряд чи планував велике масштабне вторгнення. Тобто, іти на Крим навряд чи хтось планував. Хоча варіанти прориву на фронті і заглиблення нашу територію на кілька десятків кілометрів був абсолютно реальний. І історія з військовою авантюрою в Херсонській області, а там живе сьогодні дуже багато кримських татар, які були змушені покинути свою землю після російської анексії. І анексія певних територій по напрямку Північно-Кримського каналу, вона була б цілком реальна. Для чого це Путіну потрібно? Вода в Кримі йому потрібна, це зрозуміло. Для чого потрібно інші агресивні дії? Путін розуміє, принаймні це його стиль мислення, що страхом він може добиватися результату від певних лідерів, які не є достатньо тривкі. В нього була переконаність, що оскільки Україна не отримує явної жорсткої підтримки з Заходу, тиском таким чином він зможе змусити Зеленського до виконання якихось обіцянок. Ми не знаємо всіх тих обіцянок. Ага, то есть добиться неких политических преференций, правильно я вас поняла? Так. Таким образом. А что это могло было быть? Це може бути стара історія, ми ж знаємо про неї вже більше року, що реальна історія з водою, подачою води в Крим, вона насправді була серед обіцянок. Це напряму з Росії казали. Я думаю, що іде мова про поступовість України, виконання другої обіцянки, термінове ухвалення закону, яким би можна було провести вибори на окупованих територіях Донбасу за принципами, які задовольнять російську сторону. Тобто без участі українських партій, без участі західних чи українських спостерігачів і засобів масової інформації, і без виведення звідти російських окупаційних військ і нероззброєння бойовиків, без міжнародних спостерігачів, міжнародного миротворчого контингенту. Росія цього вимагала. Давайте згадаємо, трошки більше року назад, в березні місяці, Єрмак навіть заявив, так, ми це зробимо, ми проведемо вибори на Донбасі разом з виборами по всій Україні 25 жовтня. Це була заява, ця обіцянка, значить, була. Вона не була виконана, тому що, перше, це було неможливо зробити. Друге, в Верховній Раді не ухвалили такого закону, за нього не було голосів, реально не було. І тому обіцянка виявилась не виконана. Путіну, очевидно, треба це виконати. Але є ще третій момент. І він дуже цікавий, як на мій погляд. Знаєте, західні наші партнери іноді починають давати преференції певній Україні в той момент, коли, здавалося б, українська влада найменш готова до цього. Я вам нагадаю, згадайте, коли перший єдиний раз Україні сказали, що Україна має можливість готуватися до подання заявки на вступ в Євросоюз.
Цього не сказали ні Ющенкові, ні Порошенко. Ви знаєте, кому це сказали? Після інавгурації це сказали Януковичу. Тому що побачили, клієнта ми втрачаємо. Це реально, це була заява Єврокомісії, узгоджена лідерами не Єврокомісії, а Європейської ради, узгоджена лідерами країн-членів Євросоюзу. Насправді, вони це сказав, що вони не отримали ефекту, але угоду про асоціацію готували і вводити в дію мали при тому ж Януковичі. Так само і зараз, коли Україна може не найбільш готова до вступу в НАТО, і українська влада не найбільш готова, раптом появилися обставини, коли в світі раптом починає визрівати консенсус, що єдиний спосіб зупинити агресивні дії Росії – це зараз надати Україні ПДЧ. От тема ПДЧ зависла в повітрі. Я дуже боюся, що Володимир Зеленський і оточення так і не подадуть офіційну заявку на ПДЧ, бо офіційну заявку це має подати українська сторона. А как вы оцениваете угрозы российской стороны вот на эти последние заявления Зеленского, который сказал, что единственным путем разрешения ситуации на востоке Украины и завершения войны там является вступление Украины в Североатлантический альянс, после чего прозвучали заявления Пескова-Захаровой о том, что это наоборот усугубит ситуацию на Донбассе. Вот как вы оцениваете вот эти их угрозы и какова вероятность действительно предоставления нам ПДЧ? Значить, що стосується заяв Російської Федерації, це є істерика. Я інакше це не розцінюю, але це істерика підкріплена можливістю дуже серйозних провокацій і серйозної загрози загибелі великої кількості українських громадян. Насправді, якщо Росія починає діяти настільки істерично, це значить, що її розвідка зафіксувала велику ймовірність того, що Україні дійсно запропонують ПДЧ. І зараз включений фактор тиску. Вони не можуть тиснути на США. Вони можуть тиснути на окремих країн-членів НАТО, ну, скажімо, на ту ж саму Угорщину. Зараз включається фактор Румунії, на жаль, проти України після інциденту з Чаусом в Молдові. Але насправді, найголовніший тиск і оті загрози, вони спрямовані не туди. Там це не діятиме. І якщо Байден дуже захоче, він зможе переконати лідерів Угорщини погодитися на надання ПДЧ Україні. Зате це спрямовано на українську владу. Залякати. Реально показати, що ті ж заяви, вони ж прямі, вони ж дуже прямолінійні. Там немає якихось натяків. Там прямо сказано: Зеленський, якщо ти приймаєш ПДЧ для України, ми тобі зробимо тут страшну війну, страшні речі. Росія не зможе, особливо у випадку, якщо надання ПДЧ вже буде узгоджено, Росія не зможе вже багато того всього робити, чим вона погрожує. Але це є блефування. І мені здається, що окремі представники української влади на цей блеф повелися. Ну, принаймні, дуже панічні заяви там Арестовича, то що, мені здається, вони є то його знакою. Сегодня на совместном пресс-брифинге Дмитрия Кулебы с Янсен Столтенбергом генсек НАТО сказал о том, что вопрос вступления Украины в НАТО – это вопрос Украины, и Россия не имеет права вмешиваться. Давайте послушаем его прямую речь. Це лише 30 союзникам вирішувати, коли Україна готова стати членом НАТО. Ніхто інший не має права втручатися в цей процес, і це суверенне право кожної нації, такої як Україна, запитати про членство. Це дуже важливий принцип, тому що Росія зараз намагається відновити свого роду сфери впливу, де вони могли б вирішувати, що сусіди можуть робити. На какую помощь мы можем рассчитывать от НАТО и каковы наши действительно перспективы вступления? Насколько это может растянуться? Ну, давайте так. Пункт перший щодо заяви генсека НАТО. Заява абсолютно правильна, але вона не є новою. Всі попередники його з моменту, навіть не нинішнього, а з моменту ще президентства Віктора Андрійовича Ющенка повторюють цю саму фразу: Росія не має права впливати на рішення України. Єдине, що до 2008 року, до нападу Росії на Грузію, був такий, скажімо, таємний, неоголошений, негласний меморандум про те, що НАТО обмежить розширенням на 3 Балтійські держави. Далі НАТО не піде. Ні Україна, ні Грузія членами НАТО не будуть. Але після того, як Росія напала на Грузію, а особливо після нападу на Україну в 2014 році, для НАТО ця червона лінія більше не існує. Тобто узгоджена позиція була така, що якщо Росія змирилася повністю з українською незалежністю і грузинською, не буде втручатися, не буде там агресії проти них поводити, НАТО не буде на ті країни розповсюджувати своє членство. Росія поламала цей принцип. Тепер імовірність вступу в НАТО дійсно залежить в першу чергу від України. Те, що сказав Столтенберг, Росія не має права впливати на рішення 30 членів НАТО.
І Росія, скільки вона не робила істерику, вона на них не вплине. Ще раз кажу, єдина поки що країна, на яку вона має прямий вплив, це є Угорщина, але США мають більший вплив. І повірте мені, вони мають можливості добитися нейтралітету Угорщини. До України можуть бути звернення про певні поступки в мовному законодавстві, в освітньому законодавстві. Вони будуть виконані заради такої цілі. І після того, я думаю, Угорщина теж зніме своє табу. Єдина країна, на яку Росія може зараз впливати, і оці дії навпряму впливають, тому що, давайте зрозуміємо, під Воронежем Ескандери не загрожують ні Польщі, ні Угорщині, ні Німеччині. Вони загрожують Україні. Вони демонстративно підводяться туди. Бо якби хотіли демонструвати загрозу європейським іншим державам, їх би демонстративно возили по Калінінградській області або по окупованому Криму. Вони їх возять біля континентальних кордонів України. Це є показуха для України. Тобто ті дії, які зараз робить Україна, вони не попередження західним альянтам. Вони попередження українській владі. Це погроза. Це погроза, знаєте, такого, ким колись був Путін. Пітерського шпанюка. Путін ніколи не був там якимось знаковим бандитом. Це була шандрапа, яка могла десь там напасти на якогось крутого там місцевого хлопця, дістати дуже сильно по голові, і після цього перше, що в них появлялося бажання, це побігти, знайти якогось інтелігента і розбити йому окуляри. Я чув від швеця, від інших спогади про Путіна саме в такому стилі. І Путін поводиться зараз так. Щодо України, це є погрози Україні, але якщо Україна буде демонструвати тут свою стійкість, то ті погрози не дадуть ефекту. От єдине, що я хочу за остання фраза сказати, давайте розуміємо, в цій ситуації Володимир Зеленський зробив хороші правильні заяви. Ті заяви прямо витікають з норм Конституції, чинної Конституції в Україні. Але, крім заяв, має бути написана заявка. Пригадуєте, Ющенко подавав заявку. Зеленський має написати офіційну заявку на надання ПДЧ. Її поки що нема. Пане Тарас, у нас есть телефонный звонок в студию, как мне сообщают, вам хотят задать вопрос. Давайте примем. Алло. Добрий вечір. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Мы слушаем вас. Задавайте ваш вопрос. Сказати мене Василь. Я хотів спитатися пана Тараса по такому питанню. От зараз у нас на фронті люди, бійці гинуть. І нам кажуть, що ми маємо відповідати дуже обережно, щоб не спровокувати ворога, щоб не були провокації з нашої сторони, щоб ми не операцію дуже відповідали. У мене таке запитання. І в Росії, якщо б вона хотіла, як кажуть, створити провокацію, вона сама її створить. І не треба створити. Так само, наприклад, як Німеччина нападала на Польщу, сама провокацію зробила. Так само, як Совєтський Союз на Фінляндію, самі провокації зробили. Провокація, що робиться, хоча західні партнери всі розділили, і взагалі в світі, робить собі внутрішнього, російського, як то кажуть, обивателя. Так що наші маємо постійно боятися, щоб, не дай Боже, не відповідати, тільки щоб не було провокації. Якщо треба бути, росіяни самі обстріляють, самі провокації зроблять. Ми маємо відповідати, не боятися постійно, як кажуть, трясти. Дякую. Зрозуміло. Я абсолютно згоден. Знаєте, тут, перше, з тезою я згоден 100%. Росії не потрібно якихось там спеціальних провокацій, вона їх створить. Більше того, я вам скажу, що Росія якраз провокація, яка підходила для її внутрішнього простору і для проросійсько настроєних громадян України, вона її створила. Вона її створила в той момент, коли вона почала ті масові перекидки військ. От та загибель хлопчика, який, як виглядає, загинув внаслідок знаходження якогось вибухового предмета в себе вдома, в приміщенні. Тобто, мабуть, батьки тримали якісь гранати вдома, ще там щось, я не знаю, бойовики, можливо, були. Хлопчик підірвався. Було оголошено абсолютно з нуля, вигадано абсолютно річ про те, що його вбив український безпілотник. Ми не запускаємо безпілотників. Наша влада навіть забороняє з дронів проводити спостереження за окупованою територією, за прифронтовою лінією. На самом деле, вот эта история с распятым мальчиком номер 2, она не прошла. Вона не пройшла, тому що насправді на той момент була дуже жорстка реакція з всього світу. Росію звинуватив в спробі почати війну. Я вважаю, що це був той стартовий пункт, на якому Україну мали звинуватити спочатку в насильстві проти мирного населення, підняти максимальну істерію і після того зробити воєнну провокацію в стилі гітлерівської Німеччини проти Польщі 1 вересня 1939 року. Когось щось обстріляти, привести до загибелі там якоїсь групи бойовиків і внаслідок цього почати бойові операції. Але реакція була на упередження не з українського боку. Це є пункт перший. Пункт другий. Насправді Росії
навіть ті провокації не потрібні особливо. Як вона хоче робити якісь злочинні дії, вона потім просто свої провокації придумає. Давайте згадаємо, коли почалася ескалація серйозного конфлікту. Ескалація, масові обстріли, вбивства. Вона почалася ще до Нового року, а від Нового року масово посилилася. Да. Коли почалися перші заяви Володимира Зеленського з приводу НАТО? Вони почалися в березні місяці. До цього часу була дуже примирова розмова. Більше того, Володимир Зеленський робив речі, які я вас в ефірі не один раз критикував. Він всьому світі розказував, що у нас на фронті все чудесно, Росія не стріляє, у нас прекрасне перемир'я. Я казав, що він цим розхолоджує наших західних партнерів, який в них мотив підтримувати Україну, якщо ми і так з Росією домовилися, в нас всеосяжне перемир'я. І от на фоні цього Росія почала потужно стріляти, підтягувати війська, робити свої провокації. Тому насправді те, що сказав ваш дозвонювач, це абсолютно правда. Як ми провокуємо Росію, от в чому ми провокуємо? Це ми провокуємо своєю слухняністю і своєю стишеністю. Якщо ми не кричимо на весь світ про російські обстріли, якщо ми не відповідаємо на вогонь, якщо ми не заводимо своїх снайперів, снайперські групи, ми цим провокуємо Росію на подібні дії. Росія зупиняється тільки внаслідок сили у відповідь. Пане Тарасе, и последний вопрос. У нас вот буквально 1,5-2 минутки. Вот в случае, если Россия начнет полномасштабную агрессию в Украину, вот что будет? На чью поддержку мы можем рассчитывать? Потому что мнения действительно разделились, и ряд аналитиков говорят о том, что повторится грузинский сценарий, и нам вряд ли кто-либо поможет, и спасение утопающего – это дело самого утопающего, а другие говорят, что нет, на этот раз за нас заступится и Североатлантический альянс, и Америка, и весь Запад. Как вы думаете, на кого нам рассчитывать, на чью помощь? Значить так, пункт перший, дуже коротко. Ми не матимемо грузинського сценарію, тому що на момент грузинського сценарію дії Медведєва, президента Росії, підтримали. І дії Саакашвілі засудили і Саркозі, і, по-моєму, тоді і Меркель, а головне – президент Джордж Буш. Вони підтримали Росію. Тому насправді зараз вони виступають проти Росії і дуже жорстко на неї тиснуть. Тому насправді грузинського сценарію не буде. Я думаю, що стримуючі фактори на дипломатичному рівні включені сильно. Прямої допомоги ми не отримаємо. Але ми отримуємо дуже швидко, досить серйозні поставки зброї. Наскільки я розумію, вони вже почалися, вони вже йдуть. Ми отримуємо повну підтримку з розвідки, космічної розвідки, детальні розпідтримку. Ми отримуємо підтримку по заглушенню російського сигналу. І, можливо, буде оголошена Америкою дуже жорстка дія. Зона заборони польотів над прифронтовими зонами. В такому випадку це вже буде реальна участь Америки, по суті, в війні. Оце максимум, на що ми можемо розраховувати. Але для Росії це матиме ефект дуже негативний, в тому числі економічний, який для Путіна не бажаний. Тому я думаю, що упереджуючі дії вже зупинили можливість максимальної агресії. Але підвищення ставок Путіна може йти до дуже небезпечного рівня. Давайте не забудемося, під час Дебальцево, пригадуєте, в 2015 році, він же ж не починав пряму агресію. Він просто підвищував ставки. Ті підвищені ставки нам коштували кількох сотень українських життів. Насправді, він може підвищувати ставки ще до певного серйозного рівня. Але я не думаю, що він вже відважиться на пряме вторгнення. Дякую вам дуже, пане Тарасе. Чухсал, у нас політичний аналітик Тарас Чорновіл був з нами на прямому зв'язку. Но я, к сожалению, вынуждена завершать этот блок. Оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через несколько минут эфир продолжает информационная программа «Заман». А далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Мождабаев в программе «Прайм». Не пропустите. Сайглар Хадаршылар, мен сызнен сағлы хлашам, ярын энді көрішерміз, энді вақыт келді ифтарлар япмақтамыз, жүмлемізге Мубарек Ораза ве Рамазан айы хайырлы олсын. Біздерге де ифтар япма вақты келді. Көрішкенше.
Україна сама обирає свій шлях, а Росія має звільнити окуповані території. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обговорили загострення на фронті та скупчення російських військ біля українського кордону. Міністр Кулеба сподівається, що НАТО допоможе стримувати Росію і наголосив, що Україна ніколи не стане частиною російського світу і готова до будь-якого розвитку подій. А генсек Альянсу наголосив, що Росія не має права впливати на вибір України. Це лише 30 союзникам вирішувати, коли Україна готова стати членом НАТО. Ніхто інший не має права втручатися в цей процес, і це суверенне право кожної нації, такої як Україна, запитати про членство. Це дуже важливий принцип, тому що Росія зараз намагається відновити свого роду сфери впливу, де вони могли б вирішувати, що сусіди можуть робити. За 2 тижні Росія наростила свою ворожу пропаганду, яка дегуманізує українців і культивує ненависть до українців. Росія цього разу не зможе нас зненацька застати. Україна і наші друзі залишаються пильними. Ми не будемо втрачати час. Якщо Москва почне нову спіраль насильства або нерозумно діятиме, це дуже дорого їй коштуватиме. У посольстві США в Україні закликали Росію припинити репресії проти незалежних журналістів в Криму і звільнити Владислава Єсипенка. Позаштатного журналіста «Крим Реалії» затримали 10 березня в окупованому Криму. Його звинувачують в роботі на українську розвідку. Нібито він передавав спецслужбам журналістські матеріали, які готував за завданням редакції. Як пізніше стало відомо, до Єсипенка не допускали незалежного адвоката, а зізнання були отримані під тортурами. 6 квітня окупаційний Верховний суд Криму відхилив апеляцію на його арешт. Стурбовані повідомленнями про тортури російської окупаційної влади в Криму щодо журналіста-фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка, щоб змусити його до зізнання. Ми закликаємо його звільнити, а Росію припинити репресії проти незалежних голосів у Криму. Росія заборонила польоти до Туреччини. З 15 квітня припиняються чартерні туристичні перевезення. Офіційно через різке зростання захворюваності на коронавірус у Туреччині до 50 тисяч випадків на добу. За даними Асоціації туроператорів Росії, тільки на травневі свята були заброньовані тури до Туреччини на 400 мільйонів євро. Тим, хто вже встиг придбати путівки, пояснили, вартість туру не повернуть при його анулюванні. Заборона на авіасполучення збіглась з візитом до Анкари президента України Володимира Зеленського. Зеленський з Ердоганом обговорювали в тому числі і поставки ударних безпілотників до України. У Росії на це звернули особливу увагу, і міністр закордонних справ Лавров закликав відповідальні країни, в тому числі Туреччину, не підживлювати мілітаристські настрої Києва. Тому цілком логічно припустити, що це, як люблять росіяни, асиметрична відповідь Туреччині, нехай за рахунок своїх громадян. Херсонські прикордонники не пропустили 2 росіян-порушників кордону. Їх виявили під час оформлення судна в порту Миколаєва. Виявилося, що росіяни впродовж 3 років регулярно відвідували окупований Крим. Звісно, всупереч законам через неконтрольовану ділянку кордону. Їм заборонено в'їзд до України терміном на 3 роки. Старший солдат 10-ї гірсько-штурмової бригади Олексій Мамчій загинув в районі Майорського. Ще 2 бійців дістали поранення. Там окупанти скинули гранату з безпілотника та відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Стало відомо ім'я воїна, загиблого вчора від снайперської кулі під Шумами. Це старший солдат тієї ж 10-ї бригади Ярослав Карлійчук з Буковини. Ворог гатив вздовж всієї лінії фронту, зокрема і в районі ділянки розведення біля Золотого, а в районі окупованої Горлівки били навіть з гармат БМП та 120-мм мінометів.
Напередодні чергового засідання тристоронньої контактної групи окупанти збільшили кількість обстрілів по всій лінії розмежування із забороненого мінськими домовленостями озброєння. При цьому інтенсивність інформаційних викидів та фейкових повідомлень у інформаційному просторі на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації значно зросла. Проросійські найманці продовжували загострювати ситуацію поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте, намагаючись виправдати власне небажання відкрити КПВВ з боку тимчасово окупованих територій. Yaşındaki balam her gün biraz asem Agrenneге sevemem kayı. Продовження Каю кримсько-татарською. Ще 18 серій мультфільму про допитливого хлопчика презентують цього тижня на дитячому кримсько-татарському телеканалі «Ляле». Малюк бешкетує з друзями, грається та допомагає батькам пекти печиво. Голос Каю співачка Алія Хаджабадінова зізнається, подекуди складно було вийти з образу. Anam. Sen kirlettin. Я озвучую головного героя Каю, йому 4 роки. Він цікавиться всім на світі, дуже відкритий, грайливий, привітний і чемний хлопчик. Спочатку було складно знайти тембр героя, тому що потрібно було говорити незвичним для мене голосом, але згодом після декількох спроб все вийшло, і я звикла до цього персонажу, і навіть після запису говорила як маленький хлопчик. Каю говорить і жартує, як і будь-який хлопчик 4 років. А режисер проекту Ніфізе Сейдаметова впевнена, він допоможе кримсько-татарським малюкам не лише весело провести час, а й опанувати рідну мову. Ксения Пасин, Каю. Kalabalık. Емін з Бахчисараю, Осман з Акмісджиту, Білял з Карасовбазару зможуть себе уявити Каю, 4-річним хлопчиком, який так само спілкується з друзями, рідними, вередує, весело проводить час. У кожній серії прості життєві події, які трапляються з кожним. Разом із ним діти дізнаватимуться нові слова і таким чином почнуть вивчати свою рідну мову. Перші серії Каю вже в ефірі. А цього тижня глядачі дитячого телеканалу «Ляле» побачать продовження улюбленого серіалу. Vay amma da tez kettim. Eğlenceli. Отже, чекайте на вихід нових серій. Вам неодмінно сподобається мультсеріал «Каю». До зустрічі в етері дитячого телеканалу «Ляле». Владислав Стужук, Іслам Пінка, Заман, АТР. Добрый вечер. В эфире «Прайм» на телеканале АТР. И это «Прайм», не помню какого подсчета, надо, наверное, вести счет, но у меня на это как бы не хватает. «Прайм» всегда первый. Вот и гость проявился, я его хотел позже представить, но он же наглый, понимаете, из России. Вот. Понаехали, да. Вот, значит, суть в чем? Это «Прайм» телемарафона «Сейв АТР». «Голос Крыма» мая будут в эфире. И сейчас я хочу начать его во-первых, с благодарности еще раз хочу повторить посольству Чехии, точнее Министерству иностранных дел Чешской Республики, которое через посольство передало нам срочную финансовую помощь. Это очень ценно, это очень круто, и за это мы действительно благодарим. И надеемся, что другие страны Европейского Союза, а также Канада, Британия, Соединенные Штаты тоже обратят внимание на положение, в котором оказался не по своей вине крымско-татарский телеканал. И сейчас я вам, вот Илье, одновременно, как начало а говорить мы будем на разные темы, но как для начала разговора я зачитаю то, что я опубликовал буквально минутами назад на своей странице в Facebook официальной, потому что меня заблокировали мой аккаунт на 30 дней. Да, знаешь, за что? За то, что я репостнул собственный YouTube-канал и написал, что мне не нравится творчество Земфиры. То есть уже за Земфиру банят. То есть Кремль стоит стеной. А недавно меня забанили за просто копипаст Степана Бандеры статьи 53 года. Так, там прям по духу все. Только СССР меняешь на Россию, и все нормально. И они это поняли сразу.
Поэтому Степан Андреевич Бандера был забанен на моей странице спустя 70 сколько лет с лишним после смерти, да? То есть убийства. То есть вот такая история. Но это отдельный вопрос. В бане сейчас находятся Аркадий Бабченко, Саша Сотник. И все там... Ну, ты вообще известный крымско-татарский жид Бандера. Да, но тут смотри, нет, дело не только во мне. Это пошло одновременно. Бабченко, когда стукнуло ему этот бан, он сказал, сейчас будут на всех. И это я тоже рассматриваю как часть подготовки к какому-то новому этапу гибридной или прямой войны, потому что это важно, вырубать каналы информационного сопротивления тоже, да. Но это мы обсудим уже про войну так сказать, и русских потом, как война и немцев, у нас все по-другому. Так вот, я хочу зачитать эту информацию, чтобы ее слышали и вы, наши зрители, и те, кому она адресована. И если вопрос финансовой поддержки единственного крымско-татарского телеканала АТР не будет в ближайшее время решен правительством Украины, то 1 мая 2021 года произойдет историческое антисобытие в жизни коренного народа Крыма и Украины. Вслед за старейшим крымско-татарским СМИ «Радио Мейдан» прекратит вещание на Крым детский телеканал «Ля-Ле». Нам больше нечем оплачивать передачу сигнала на оккупированную территорию. Наш долг иностранной спутниковой компании достиг таких размеров не по нашей вине, что они больше терпеть не будут. Хотя мы благодарны бизнесменам, не имеющим никакого отношения к Украине, они долго входили в наше положение и относились к Крыму точно лучше, чем собственное правительство. Это компания из Израиля, где люди помнят, что такое унижение и преследование по национальному признаку. «Ля-Ле» — это не только часть, а скорее ребенок, не только часть, не столько часть, скорее ребенок АТР. Это еще и единственный телеканал, где долгие годы в формате 365/24/7, кроме 4 месяцев, когда закрытый оккупантами АТР тайком переезжал в Киев, звучал крымский язык. Единственный. Благодаря «Ля-Ле» дети Крыма не только заговорили правильно на языке, которого, как и народа Крыма, не существовало, но и научили правильно говорить и писать родителей. Там нон-стоп идут мультфильмы и программы, переведенные лучшими филологами и озвученные лучшими актерами нашего народа на студии АТР. Если отключение от спутника произойдет, то мы будем иметь основания считать тех, кто этому способствовал, неплохими чиновниками, а реальными врагами нашего народа. На наш взгляд, это хладнокровное убийство поставит крест на самом духе Крымской платформы, основанной Владимиром Зеленским и провозглашенной на весь мир. А также похоронами, не знаю, как правильно, концепции розвитку крымско-татарской мовы до 2032 року. Без живой и правильной крымской речи в телеэфире, а больше таких ресурсов и наработанного портфеля ни у кого, кроме АТР, нет и быть не может, идите вы, неуважаемые дамы и господа, со своими пиаровскими концепциями и стратегиями к фейковой матери. Прошу считать этот пост не только криком о помощи внутри Украины, но и сигналом СОС друзьям Крымлы и Украины на Западе. МИД Чехии, пока это единственное государство Европы, оказал нам срочную помощь. Я надеюсь, что также поступит в других странах ЕС, а также в Соединенных Штатах, Канаде и Великобритании. Если уж собственного правительства мы не нужны. Доказательство этому тезису тот факт, что резолюцию Европарламента об ассоциации ЕС с Украиной в части статьи 60 про Крымлы и устойчивый механизм финансовой и технической поддержки АТР это правительство наше уже 3 месяца демонстративно саботирует, как бы не замечает. А все это время чиновники правительства вводят в заблуждение западных партнеров, говоря им, что нашли решение. Хотя на самом деле ни разу с момента принятия резолюции 11 февраля правительство не поинтересовались состоянием дел на АТР, в том числе тем, сколько осталось вещать нашему детскому телеканалу. Я докладываю до 1 мая этого года. Вот. Как можешь это прокомментировать? Я обращаюсь к Илье Пономареву. Как я могу это прокомментировать? Никак я не могу это прокомментировать. Ну, то есть, дебилы. Ну, что можно сказать? То есть, и, к сожалению, я говорю, мы с тобой говорили до эфира, бюрократия, у нее нет ни совести, ни ума, это же просто дерево и дерево. То есть это люди, которые там выполняют какие-то указания, нет указаний, они ничего не выполняют, как табуретки стоят на одном месте. То есть пока не передвинешь, не пнешь, она никуда не пойдет. Интересно, да, вот так вспомнить какой-нибудь год, 90-й какой год, когда Литва получала членство в ЕС. И сначала же они получили то же самое задание, те же самые были постановления, требования, там же статей-то много. Это просто пример, как лакмус. Там, а там другие статьи копни, просто я в них не очень сильно разбираюсь. Я так думаю, там то же самое. Вот.
Как это так? Вы представляете, в Литве сидят такие литовские депутаты, литовские такие члены правительства, и им приходит из ЕС, значит, вот, требования такие, перечень такой, а там прямо указаны про ПТР, про поддержку крымского языка там, и так далее. Это все четкие, прямые вещи, да? Они такие литовцы сидят, им тоже какие-то условия прислали для критерий, для части такие, так это же можно не выполнять. А чё? Да класс вообще, наконец-то такая возможность. Европа нам какие-то свои требования, мать их, дали. Там им, дулю. Класс, а? Где была Литва? В Европейском Союзе или где? Мне интересно просто, если в таком стиле себя вели бы чиновники. Знаешь, это какой-то стиль вот это там постсоветских славянских депутатов, да, то есть, ну вообще, то есть это вот эта государственная культура, и я не знаю, с чем она на самом деле связано. В этом смысле, с равнодушием, с корыстью. Да, просто почему это конкретно у нас, да, то есть, и это, когда я говорю в данном случае у нас, это одинаково, что в Украине, что там в России, например. Ну, в России уже край, давай не сравнивать, они просто плюнули на всех. Нет, да. Я имею в виду, что даже когда говорится тоже какие-то громкие там слова, какой-то там патриотизм, там, Родина мать зовет, то точно так же это упирается в конечном итоге в какого-нибудь абсолютно дуболового такого бюрократа, который будет там сидеть и ничего не делать. Просто если там у них есть там Путин, которого боятся, то здесь бюрократия еще просто никого не боится. Вот. Более того, она знает, что все меняются настолько быстро, что суда нет на них все равно никакого. Ничего не делать, да, то есть что сменится начальство. Нет, преступник, коррупционер и предатель в Украине знает точно. Наказан он не будет. Поэтому жизнь свой день рабочий начинает бодро. Ну, это тоже правда, потому что мы сейчас же видим, там, как все происходит. Да? Там, президент не может заставить там, правоохранительную систему работать, да? Потому что он начинает там, действовать путем санкций против там, своих же собственных граждан. Это же, ну, то есть это же человек расписывается как раз в неспособности заставить работать правоохранительную систему. А потом ты накладываешь санкцию на какого-то своего человека за поддержку терроризма. Да? Вот. При этом, значит, этот человек, который ты говоришь, вот это террорист, он идет под санкции. А где он у нас? В ресторане. Да, но при этом, то есть, не СБУ, там, не полиция. То есть, ну, террорист, да, то есть он в какое-то переходное время мы живем. Все. Ну, такой, да, то есть постмодернизм такой глубокий. Но это долго не может длиться. Все-таки, я говорю, Владимиру Александровичу придется как бы решить, с умными он или с красивыми, ну, или как там назови. Потому что вот есть Байден, есть Науседа, там, президент Литвы, который сказал, да, Путин убийца. И есть Путин, который назван убийцей Байденом и Науседой. Да? И есть Владимир Александрович, который ничего не сказал по этому поводу. Также американцы сказали, Коломойский преступник. Вот поэтому. Причем все преступления, это, которые они считают преступлением, все в Украине совершено-то. Ну, как бы все тут на местных широтах. И zero reaction, да, ничего. Молчание. Ну, слушай, давай, как бы, с одной стороны, не преувеличивать, а с другой стороны, политика есть политика, да, то есть, когда не Байден уже в конечном итоге решать вопросы войны и мира в Украине. Ты считаешь, что все-таки для разговора с Путиным он такое окно должен оставлять, Зеленский? По-другому, ну как это возможно? А в чем конструктивность разговора Зеленского с Путиным, если он Байдена не слушает? Слушай, смотри, давай так, то есть, есть условия, ну, как бы необходимые и достаточные условия, да, то есть, что может быть, разговор с Путиным ни к чему не приведет. Но совершенно очевидно, что без разговора с Путиным точно ничего не произойдет. Ну, то есть, либо ты должен победить его военным образом, что нельзя сказать, что это вот исключенный сценарий, да, и я думаю, что все это там столкновение у границы, там все эти, значит, маневры, которые на данный момент происходят, они происходят ровно потому, что думаю, что в Москве понимают, что сейчас военное поражение этих так называемых республик возможно. Ну, как бы ты либо должен победить, либо ты должен путем переговоров о чем-то договориться. Может быть, ни о чем не сможешь договориться, но все равно ты как-то разговаривать должен. С Коломойским другой вопрос совершенно. И это все с Америкой связано, как бы их действия у нас zero. Вот я про это спрашиваю. Во-первых, я не согласен, что zero, да, потому что там Зеленский отреагировал на действия американцев, но тут опять же есть политика, да. Коломойский — это такой туз в рукаве, который будет очень хорошо, на мой взгляд, разыгрывать непосредственно перед выборами. Ну, то есть, если Владимир Александрович там решит пойти на второй срок, а пока все к этому двигается, к тому, что, то есть, он примет подобное решение за полгода до выборов,
значит, взять Игоря Валерьевича там, и если не посадить здесь, то передать его американцам, чтобы те посадили. Там тузов полная колода. У нас ни один предатель не покаран, и ни один коррупционер не покаран. Знаешь, Да? у каждого туз этот кусается, и Игорь Валерьевич тоже кусается, да? Поэтому, фигура то есть, такая, да. Их степень опасности, она динамически меняется во времени. Но сейчас там Коломойский одна из самых безопасных в этом смысле фигур, потому что уж больно все его не любят. Ну, как все не любят, но все-таки мы столько лет прожили вместе. Вот даже сейчас, если мы ненавидим там друг друга, но у нас есть бэкграунд. Но они реально были, ну, тот был владельцем канала, ну, как бы отношения-то личные, никуда же или они делись куда-то уже все. Ну, я не знаю, ты Игоря Валерьевича знаешь лично? Нет, конечно. Ну, то есть я знаю. Вау. Я могу сказать, что там с личными отношениями сложно. То есть он чувак очень интересный и очень умный, но очень конфликтный. И насколько я могу судить, и то, что там есть какие-то общие знакомые, да, то есть, которые про это говорили, что Игорь Валерьевич уже несколько раз очень сильно перегнул палку в разговорах с Владимиром Александровичем. Разговаривал не по чину. Ну, абсолютно. То есть, это же, ну, какие бы ни были отношения, это перегибается. Ну, смотри, я вообще, опять, я не вижу никакого разговора Путина с Зеленским. Никакого. Потому что они даже любой разговор, который был, по-моему, один раз там, да, или два, они все равно в свою сторону все переигрывают. И они говорят то, что им нужно. А Путин, как бы, даже Байдену, я не знаю, что у них был за разговор телефонный, да, но вот эта его фраза «желаю здоровья», это же в чистом виде «следи за здоровьем». Ну, это же Тамбов, это Тамбов в 90-е годы. Ты слушай, следи, это почти смертный приговор. Если бы еще это возможно было реализовать сразу, то это бы звучало вообще... Знаешь, я бы сказал, это... Ты это воспринимаешь как такую криминальную угрозу. Ну, черный метод. Я воспринимаю это хуже скорее. То есть я воспринимаю это как такой троллинг ниже пояса, потому что, ну, когда все говорят о том, что у дедушки плохо со здоровьем, он старенький и так далее, и это вот так вот публично, когда говоришь, ну, то есть это как раз ты намекаешь там на возраст и так далее. На мой взгляд, это... Ну, и в этом случае это хамство. Хамство, да, да, тоже. Да. Не, ну, понятно, что физически дотянуться, хотя Кеннеди. Нет, слушай, ну, то есть Россия, также Советский Союз никогда не будет устраивать покушений на лидера Соединенных Штатов. Слушай, а ты не знаешь почему? Я действительно хочу это с тобой обсудить. Мне в детстве, ну как в детстве, я рано начал читать всякие книжки, и где-то в году 82-м мне попалась из серии ЦРУ против СССР. Книга, где вот какой-то типа Зорин, только кто-то еще написал вот такую книгу, где доказывал, что убил Кеннеди Гарольд Хант. Я просто запомнил это имя, да? Нефтяной магнат техасский, да? Я понимаю. Зачем? Вот я вспомнил, что также они писали, что Украина сбила Боинг, что, ну вот это, это их манера такая. Зачем им это опровергать? Зачем им в это вообще лезть, если они ни при чем? На мой взгляд, это может свидетельствовать о том, что Хрущев все-таки разозлился тогда на Кеннеди. Нет, смотри, ну, во-первых, я совершенно ни при каких условиях не верю, что Советский Союз мог к этому иметь отношение, просто потому что цена вопроса слишком большая. Хрущев с Кеннеди поставили точку в Карибском кризисе, когда он был, и смогли отойти от этой пропасти. Хрущев поехал в Штаты только когда Кеннеди был убит, и пришел к власти новый президент. Ну что с этого? Был первый визит. Ну, там Кеннеди был очень маленькое количество времени у власти. Не, я в этом никакой конспирологии не вижу. То есть цена вопроса очень большая. А то, что подобные все вещи вкидываются, это как раз является абсолютно нормальным, потому что как раз задача подрывной деятельности, да, спецслужб, это противника поссорить друг с другом, посеять смуту в рядах, соответственно, вероятного противника, да, чтобы они все начали друг друга жрать. И, собственно, мы это все время видим и в Украине, правильно? То есть здесь то же самое все происходит. Такие зерна недоверия взаимного, зерна взаимной подозрительности, взаимных обвинений. Это же самое милое дело, разделяя властвуй. Смотри, срочная новость у нас. Вышел релиз Белого дома только что. Президент США Джо Байден зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. Заметь, Владимир Зеленский
прям только официально, час да? назад. Нет, Владимир Зеленский настаивал, ну, он запрашивал, как официальный, не названивал, а запрашивал разговор с Путиным. Полный игнор. Песков говорит, что ничего никто не просил, ну, как всегда, да? Но Байдену они, конечно, так отказать не могли. Так от, президент США Джо Байден зателефонував на президенту Росії Володимиру Путіну. Ось коротко про що поговорили. Байден стурбований тим, що Росія стягує в окупований Крим і на кордони з Україною військових та техніку. Закликав до деескалації. Байден наголосив, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Байден чітко дав зрозуміти, що США будуть захищати свої національні інтереси і відповідатимуть на дії з боку Росії. Це стосується кібератак та втручання у вибори. Байден запропонував Путіну зустрітися найближчим часом. Твой коментарий. Ну, да, на самом деле, насколько интересно, как, значит, в переводе, да, то есть вот меняется то, что было в официальном пресс-релизе Белого дома. Я о чем говорю, что это, то есть, ну, час назад я вот уже успел прочитать сообщение на сайте Белого дома. Ну, давай-ка, переводи нам. Поработаешь переводчиком, давай, переводи. Смотри, значит, на сайте Белого дома было написано так, что президенты поговорили, обсудили первый пункт продления этого самого СНВ-3. И это было там первым пунктом, да, то есть вот второй пункт был, сейчас он был, второй пункт был тоже не про Украину, черт, что-то только что. А я тебе могу шпаргалку дать. Вылетело из головы сейчас. Вот, на, вот здесь. Да. Да, естественно, вмешательство в американские выборы, да, то есть вот кибератаки и так далее. Потом, соответственно, типа Украина, вот, и, значит, наконец, это приглашение по поводу разговора. То есть, на самом деле, из этого сообщения понять, что было предметом стартового звонка, и что заняло какое количество времени с точки зрения дискуссии, понятно, невозможно. что повод все равно Я Украина, думаю, конечно, да, что дело про войска, да, то есть конечно. это самое идет, да, но тем не менее американская сторона совершенно по-другому расставила акценты. Но они специально так сделали, чтобы как бы, ну, это их дело, дипломатов. Теперь же, смотри, через 2 недели уже есть ответ, уже через 2 недели будет встреча, не знаю где, правда, еще... Нет, это в рамках климатического саммита, да. То есть они на полях саммита встретятся. Это не будет их встреча на высшем уровне. Ну, я так понимаю, что это вообще не личная встреча, я так понимаю, что это все в онлайне. Ну, хорошо. Значит, что будет за разговоры и не приведет ли это к дележу мира, как между Португалией и Испанией в 1380 каком-то году, когда 2 короля договорились по вот этому, в чем Португалия была мощнее тогда, и договорились по меридиану разрезать как арбуз, значит, мир. Причем они не знали, что там дальше, да? Поэтому, собственно, Колумб поплыл в неизвестную землю в поисках Индии, да? А у этих была уже Индия, которая была известна. То есть португальцы туда взяли, испанцы туда, как это ни странно. Хотя Португалия была ближе к Америке, но и оно эту часть арбуза взяла, ну и так далее. Но не в этом дело. Интересно, какие у тебя ассоциации из старого прошлого. Ну, слушай, ну Путин не вспомнил про там железный занавес. Там, слушай, ну Путин, очевидно, хочет поделить мир. Но это же это первая попытка дележа мира серьезного. Извини меня, порезали по меридиану. Договор между 2 королями был. Дальше это все ремейки, так или иначе. Все эти Потсдамы, все эти Ялты и так далее. Они также делили мир, Сталин и с остальными. И теперь Путин хочет реально поделить мир с Байденом. Наверное. Ну или хотя бы обозначить свои границы, своей безграничной России. Слушай, да? съест он съест, так кто же ему даст? Ну что будет? Ну рассказывай. Вот. Да, на самом деле, на мой взгляд, ровным счетом ничего не будет. То есть прямой обмен жесткими заявлениями будет? То есть Байден — это абсолютно не тот человек, который будет мыслить какими-то глобальными геополитическими конструкциями, тем более их обсуждать. Этого не будет. Не от того, что он там жесткий или мягкий, да? То есть он просто по-другому мыслит и по-другому подходит вообще к мировой политике. У Путина тоже есть совершенно конкретные тактические вещи. Мне кажется, если они сейчас смогут обсудить такой простой вопрос, как «Северный поток-2», это уже будет для стран большой шаг вперед. Подожди, какой поток? Если Америка отказывается от своих санкций против потока, все. Но они не отказываются от санкций против потока. Более того, чисто формально в конце апреля будут введены новые санкции. Ну, так Другое дело, что они будут введены там, в очень декоративном режиме,
На самом деле, там будут, конечно, очередные победные реляции. То есть ты уверен, что поток достроит? Вот я уверен, что И что Германия сядет на этот поток, Меркель войдет в совет директоров «Газпрома», как это у них принято, да? И все такое. Не, насчет совета директоров «Газпрома» я как раз не думаю. Там есть уже Шрёдер и все остальное. Вот. Нет, у них осталось мало времени с этим самым Северным потоком до немецких выборов. Поэтому там сейчас идет определенное Но соревнование, это что тогда произойдет ты раньше. говоришь, что Байден сдастся Путину. Я не думаю, что он сдастся Путину, но то, что вопрос Северного потока он сдаст, я считаю, вероятность очень высокая. Запомним этот прогноз Ильи Пономарева, если что, припомним ему. Да, я это говорю не первый раз. Хорошо, нет, ну вот твоя позиция, ты имеешь основания, видимо, так говорить. Да, мы даже с тобой, по-моему, на прошлом эфире обсуждали достаточно детально относительно, почему я считаю, что Байден в вопросе Северного потока будет мягче. Короче, у них как раз есть то, о чем поговорить. Но здесь вопрос вот Украины и вопрос этих войск на границе, он как раз является принципиальным. Потому что если хоть один российский солдат перейдет сейчас, да, вот эту самую границу, это уже будет там третье по счету большое наступление, да, на Донбассе. Это тоже я удивляюсь, почему украинских какой российский солдат? Это же шахтеры и трактористы. Не, вот подожди. Вот тут там шахтеры и трактористы, это тот, который сейчас там уже из находится. Петербурга, Да. Москвы, Стамбула. А вот регулярные части, это регулярные части. Ну, на самом деле. То Скажем есть, так, Путин открыто скажет, что это его войска. Да, абсолютно. Ага. То есть, ну, только просто это уже будет третье масштабное наступление российской армии на украинскую территорию. Потому что было Иловайск и было Дебальцево. Вот если это произойдет, то никакого Северного потока не будет. Это, там, на мой взгляд, совершенно очевидно. Именно поэтому там и Меркель, и Макрон, и Байден Путину эту простую мысль доносят. Слушай, а тут русские пропагандоны, вот я читаю в рабочем чате, показывают, что Байден получил щелчка, что Путин поставил на место его, и что все будет ништяк, как ты и говоришь, что будет ништяк с потоком, Россия будет продолжать наращивать вооружение, угрожать миру за германские и французские деньги. А каким именно щелчком-то? Не знаю, я же не пропагандон. Окей, тоже. Да. Я не знаю, про какой щелчок идет речь. Он вынудил, знаешь, он вынудил его позвонить. Уже это достаточно для подачи у Соловьева, что дедушка-то потек. Там уже такая же лексика. Нет, ну я уверен как раз, что он, если он звонил по теме Украины, то он, конечно, звонил для того, чтобы сказать: чувак, остановись. Да, то есть это сиди тихо, да, сиди тихо. Смотри, вот идут разные рассуждения. На тему, ну, это старая история, да, готовы ли вы умереть за народ. Да? То есть, пятый пункт, даже НАТО, многие думают, что он даже Эстонию защищает в случае реальной вот нападения широкомасштабной угрозы ядерной войны. Я тоже так думаю, да. Вопрос, готовы ли американские солдаты умереть за Украину, остается открытым, и прямо ни в одном заявлении нет, что мы окажем, что нам высадит десант, что прилетят самолеты НАТО, потому что, главное закрыть небо, понимаешь? Потому что все остальное на земле, русские не любят воевать на земле. Это Чечня показала, Сирия. Сначала забомбить все к чертовой матери, а потом уже какие-то появляются возможности. Да? И на земле это партизанская война, разбомбленный город Грозный, как бы заходи и все. Грозный бомбили в основном с земли, а не с неба. Да какая разница? Ну, короче, ты же понимаешь, что в ракетах это точно... Сколько народу положено. Нужна противоракетная оборона и ПВО. Ну, насчет неба я с тобой полностью согласен. Вот, это понятно. Да, это дает ключевое преимущество в войне. Это мы видели в Азербайджане. Все мы видели, да? Вот. И если это как бы Америка дает эти вещи или вмешивается само НАТО, начинает говорить: здесь не летайте, иначе мы будем сбивать, это совсем другая картина войны. По земле русским очень тяжело тут будет идти. А как бы бомбить Киев, они уже сами сказали, там этот выблядок... Примаковский, этот вот внук, извини, пожалуйста, прошу прощения, сказал, что он Росвооружение, что они готовы бомбить Киев, объекты инфраструктуры, я понимаю, ГЭС, чтобы тут затапливать что-то, все же текло там и горело, да? Вот. Так я думаю, что, смотри, а я вот все-таки считаю, что Америка вмешается, и сильно вмешается, не знаю в какой форме, вот сразу, да, но она вмешается, и вот почему? Потому что сдача Украины, на милость гопникам, да, вот которые скажут: вот мы угрозили вам, и вы этот Карибский кризис проиграли, у вас яйца оказались не такие крепкие, как тогда у Кеннеди, да, и вы проиграли.
И вот мир видит, что Россия методом шантажа, угроз и прямой грубой военной силы навязывает свою повестку, а Америка не может ничего сделать, а выражает озабоченность. Это повлечет за собой такие последствия домино, например, Тайвань, который сейчас тоже, это мы не считаем про Тайвань. Я вижу сообщение, что в Тайване все плохо. То есть китайцы угрожают сильнее, чем когда-либо Тайваню. Это похоже на историю с Украиной. То есть сильнее, чем когда-либо наращиваются военные силы рядом. А США является гарантом тайваньской независимости, причем там более документально оформлено, как военный союз, по-моему, вообще. То есть это не Будапештский меморандум, ни про что, да, который можно было гипотетически не выполнять. Да. Как ты считаешь насчет насколько роковая история Украины без Соединенных Штатов? Насколько сильно? Честно тебе скажу, что я подхожу к этому вопросу совсем по-другому, к сожалению. Во-первых, я всегда считаю, что спасение утопающих дело рук самих мы не утопающих. обсуждаем. Да, но... Это и так понятно. Нет, просто смотри, значит, вот ты даже сказал про этот самый Карибский кризис там, и все прочее. Я, конечно, считаю, что весь этот Карибский кризис – это абсолютная и полная победа Советского Союза в геополитическом плане. Когда из Турции ракеты убрали. Вот, потому что, да, началось все с того, что то есть, американские ракеты стояли в Турции. Да. Значит, и Куба была под угрозой американского вторжения. На выходе Куба полностью осталась в сфере советского влияния. Американцы дали гарантии безопасности, то есть, что они туда вторгаться не будут. И еще плюс к этому... после этого не было, по-моему. Да, еще плюс к этому забрали значит, ракеты из Турции. Поэтому, конечно, это абсолютная победа. Вот. Что касается... в смысле, как бы войны не случилось, да, я это имел в виду. Ну, нет, войны не случилось. Но СССР торганул понтами по полной программе. То есть все выиграл, что хотел в этом вопросе. Ну, это как Россия в Карабахе. Ну, давай. Россия в Карабахе ввести войска в еще одну страну бывшего СССР – это успех. Ну, они там и так были. Ну, так они были там, как в ДНР, не факт. Да? То есть, там была база в Гюмри, которые там стояли. Гюмри, Карабах. Ну, и что? Нет, я имею в виду непосредственно территорию Азербайджана ввести войска. Слушай, в чем смысл еще стоять на этом кусочке дополнительной земли, если это и так было фактически часть Армении, которая... Это 9-я страна, по-моему, или 8-я страна СНГ, где они держат свои военные базы. Ну, так, слушай, при Советском Союзе они всюду держали свои базы, то есть вот и так далее. Это другой вопрос. Просто американцы в Украине, ну просто представь себе, вот давай сейчас даже отложим в сторону вопрос ядерной конфронтации с Россией, да? Единственной страной, которая может реально Америке угрожать там, уничтожением, да, то есть с точки зрения ядерного оружия, то есть просто цена вопроса, да. Но даже вот эту конкретную соображение отложим в сторону. То есть ты себе представляешь масштаб затрат и усилий, которые необходимо совершить для того, чтобы поддерживать бесполетную зону на территории ДНР и ЛНР. То есть какого масштаба инфраструктуру необходимо иметь для того, чтобы... Что такое, извини, пожалуйста, перехватчики, есть же система ПВО авиации, ее перебросить из Польши, в принципе, недолго. Нет, слушай, ты слышал, что Украине Канада, еще когда началась только война, в 2014 или 2015 году, в конце 2014 года, предложила 15 F-16 поставить сюда, в Украину, чтобы там, грубо говоря, удвоило бы, да, то есть ВВС Украины. И Украина отказалась, потому что стоимость разворачивания аэродромной инфраструктуры, поддержки всей этой истории. Но да? это было мирное время. Ну, нет, 14 год. Вот, нет, это было как раз когда война была. То есть, вот, это было то, что очень хотелось взять эти самолеты, ну, то есть было понятно, что с ними потом будет нечего делать. Но если бы русские начали бомбить Киев, я прошу прощения, наверное, бы были эти самолеты. Ну, я не знаю, потому что ты должен научить пилотов, ты должен, то есть, вот. Но для американцев, опять-таки, что ты будешь пригонять авианосец, который ты будешь держать в Черном море? Воевать, как бы, сами. Ну, это просто нереальный абсолютно сценарий. Авианосец, почему? Они завели корабли сейчас в Черное море. Ну, они с Турцией из-за этого поругался Путин. Ну, разница между авианосцем и кораблями. По доктрине Монтрё, один корабль
может быть из государств, которые не являются черноморскими на территории Черного моря. Почему? То есть американцы постоянно устраивают ротацию. Один корабль заходит, один корабль уходит. Потому что это, собственно, договоренность по использованию проливов. Турция закроет пролив для американской авианосной армады? Еще раз, это международное соглашение, которое регулирует, в принципе, режим прохода этими самыми проливами. Но режим войны не регулируется этим соглашением. Извини. Ну, нет, если Америка будет объявлять войну Российской Федерации, если считаю, что она будет объявлять войну Российской Федерации, ну, то есть для этого она должна... Британцы воевали в Крыму, ну, и много раз. Ну, то есть ты хочешь, вот там не было ядерного оружия, да? То есть хочешь, сейчас будет кто-то объявлять войну. А может Путин устроить такую вещь, как тактический ядерный удар, скажем, по какому-то месту скопления, ну, по любому большому объекту Украины, чтобы это было видно, что удар, не, ну, там 100-килограммовая какая-то бомба, да, ядерная, что это удар не будет такой, типа, города сносятся, да, но при этом довольно большой, видно, что это ядерный удар, да, и, типа, вот он, типа, начал таким образом ядерную войну, а вы, американцы, ну что, будете в ответ, ну, понятно, что русская бомба, да, будете в ответ бомбить или что? Вот можно такое сделать? Да, Айдар, я не представляю себе, что должно произойти для того, чтобы ему было нужно поднять ставку до такой величины. Но как вариант, дальнейшее продолжение подъема ставок. Понимаешь, у российской элиты такое количество на Западе интересов и такое количество уязвимых точек, что, ну, ядерного оружия это не просто там красная линия, да, то есть это красный забор. Я понял, ну, к примеру, вот идут, даже вот возьмем, не будем брать всю вот эту армаду, которая стоит вокруг, там московские десантники в Крыму, которые могут там за Одессой даже высадиться, там из-за Каховкой, где канал, не берем там Белоруссию, откуда тоже все что угодно, ну, то есть граница огромная у Украины, да, потенциально опасная граница, да. Но, к примеру, допустим, они начинают в том месте, где вот эти так называемые Ордло, да, вот они начинают наступать, а украинская армия хорошенько им дает там, да. И, допустим, ну, получается так, они же могут, мы же знаем, они стреляли из жилых кварталов, что угодно, да. И вот, значит, они стреляют из жилых кварталов, украинская армия попадает в дом, например, да. Они говорят, а теперь вот мы уничтожим эту группировку, и не просто какими минометными там огнем или там ракетами своими этими установками Чебурашка или как там Буратино там огнеметными. Они вот просто в кромешной исторической тишине, значит, когда они говорят, мы больше не будем как бы тут проливать кровь, мы сделаем Хиросиму и Нагасаки, остановитесь, да? И вот в ответ на кровавую фашистскую, значит, бандеровскую, значит, вот это действие в отношении русскоязычного населения, они кидают, допустим, в какую-то бригаду в дислокации места, кидаем тактическую ядерную бомбу. Зачем? И смотрят, именно ядерную. Зачем? А затем, что у нас же все договоры с Америкой, например, это не применение ядерного оружия. А это может быть как бы, ну, как бы... Америка тут при чем? Как это показать, а вы что сделаете теперь? Вот мы применили ядерное оружие. Вот мы в Европе применили ядерное оружие. И да, что дальше? Нет, понятно. Ну, слушай, то есть просто я считаю, что у Путина и так очень мало тормозов, и он очень так может сделать большое количество... Он и так может сделать большое количество разных неприятных вещей. Да? Если ему нужно будет по той или иной причине развязать полноценную войну с Украиной, конечно, он не будет это делать, наступая через Донбасс. Но, конечно, он это сделает двумя обходными ударами. Один с севера, там, значит, по Харьковско-Изюмскому направлению, то есть окружая дислокацию украинских войск с севера, другой с морского направления с юга, да, то есть, соответственно, окружая их с юга. Зачем идти по тем направлениям, которые укреплены, если можно идти по тем направлениям, которые абсолютно беззащитны, да, и ударить, соответственно, войскам с тыла, как раз их зажав между этими ополченцами с одной стороны, да, то есть ударяем в тыл с другой стороны. У нас мощные, конечно. Они не... Понимаешь, что там будет воевать. Ополченцы в состоянии идти вперед никакого не имеют. Им не нужно идти вперед. Их там есть 20-25 тысяч человек, зато то есть они окопаны и стоят на укрепленных позициях. Им не надо никуда наступать, им достаточно стоять на месте, да, то есть все остальное сделают регулярные российские части, которые зайдут в тыл, да. Ну какой смысл, то есть как раз идти туда, где, соответственно, украинские части их ждут. Ну просто какой в этом, какой в этом смысл, да? Просто зачем Путину
рисковать там как раз с точки зрения всего этого мирового сообщества, то есть свою элиту, перед своей собственной элитой подставляться, которые начнут дрочить за то, что... Он плевал на свою элиту. Кто там элита? Ну, не бывает такого, что он плевал на свою элиту. Кто имеет доступ к телу Путина? Он находится не в безвоздушном пространстве. Окей, кто из олигархов имеет доступ к Путину? Ну, любой человек из верхнего эшелона имеет доступ к Путину. Это гипотетически. Нет, это не гипотетически, это практически. Это Потанин может позвонить, записаться на прием и пойти поговорить с Путиным. Но ставить условия ему они не... Условия ему не может ставить никто. Вот, да, конечно. Но, тем не менее, это же политика, да? Это не ситуация черно-белая. Все друг на друга влияют. У всех есть свои интересы. Путин тот человек, который в силу своей психологии, происхождения и так далее, он не является там царем, самодержцем, самодуром, который там стучит... Успешный менеджер, как Сталин? Он чекист. Господи помилуй. Он чекист. Но он же чекист с миссией. Он чекист. Он вербует людей, он под каждого подлаживается, он каждому улыбается, он каждому делает вид, что он свой, и продвигает интересы своего клана. Сейчас мы запомним на интересы своего клана, потому что у нас звонок в эфир. Селям алейкум, вы в прямом эфире. Говорите, задавайте свой вопрос моему гостю Илье Пономареву. Добрый день, Наталья, Луганщина. Вы сказали, сейчас у Путина нет тормозов. Тормоза есть у всех, это инстинкт самосохранения. Вот, у каждого он есть, и, конечно, ничего не угрожает. Когда ничего не угрожает, конечно, нет тормозов. И я хочу сказать по поводу захода вот этих кораблей, эсминцы, авианосцы, неважно как. Уже один заходил Дональд Кук, кажется, 2-3 года назад. А на обратном пути 2 российских маневренных корабликов его с обеих сторон зажали. Потом они долго потешались на российских каналах. Вот, поэтому смысла никакого нету. Естественно, стрелять по РФовцам они не будут. Когда в Сирии там собирались уничтожить какой-то объект никому не нужный, они все время запрашивали американцы, россиян. Конкретно это когда вагнеровцев утилизировали. И россияне несколько раз отвечали: слушайте, ну бомбите уже задолбали. Поэтому, а по поводу предсказуемости, они 5 мая уже отчалят. Все, конечно, предсказуемость — это когда хочешь проиграть или поддаться противнику, ты становишься предсказуемым и действуешь согласно процедуре. Если ты хочешь выиграть, то есть ты должен делать не так, как это от тебя ожидают. В таком случае, а процедура, она вообще фора для злодеев придумана. Самими же злодеями, кстати, которые составляют информационный простор, философию, определенную правозащитную, которые говорят, а наказание не должно быть адекватным, а существует право человека по отношению к тем, кто, в общем-то, уже попадает в разряд нелюдей. Вот. Поэтому я не понимаю вот эти вояжи, вот этих кораблей. Смысл какой? Они просто, решили прогуляться, они смешные. Они смешные, они нелепые. Вот эти разговоры Байдена, который инициировал разговор с Путиным. То есть не Путин, а Байден. Говорили, Путин хочет разговаривать. Выходит, получилось. Да, Байден первый. Челобитную. Вот эти все. Скажите, пожалуйста, вы не правны, конечно, но меня интересует вот эта юридическая составляющая, или вернее наполненность, заклики, призыв. Вот одни призвали Россию к тому призыву. Это что? Это что такое призыв? Вот чем отличается призыв? Вот мы вас поддерживаем, говорят они. А если вот они скажут, спасибо. Мы вас не поддерживаем. Ну давайте покороче немножко, можно? Спасибо. Да. Наталья, вы на самом деле, вы абсолютно правы, когда вы говорите про корабли, это вот ровно то, про что я говорил. Никакие авианосцы никогда в Черное море входить не будут, авианосцы поодиночке не ходят, они ходят только в составе авианосных групп, а присутствие авианосной группы в Черном море страны, которая не является Черноморской, противоречит режиму проливов. Поэтому авианосцы могут действовать только из Средиземного моря. Они не могут действовать даже из Мраморного моря. Слушай, по большому счету, для них это не проблема. Это не проблема, просто посмотри на карту и посмотри расстояние, которое нужно пролетать самолетом для того, чтобы, например, прикрывать воздушное пространство. Ты получишь расстояние порядка 1000 километров. Это радиус действия современных истребителей. Они могут передислоцироваться
на какой-то аэродром, который находится здесь, на территории Украины. Но они должны для этого развернуть всю инфраструктуру. То есть это реально дорогая, тяжелая, сложная и логистически с военной точки зрения операция. Не является невозможной, но это просто должен быть очень сильный аргумент, зачем это должно быть сделано. И я еще раз скажу, что угроза нереализованная всегда гораздо более страшная угроза, чем та, которая реализована. Путин уже помнит по аннексии Крыма, насколько украинская элита боится подобных угроз. Когда тогда уже как раз было заброшено это, что вот войска, которые стоят по границе, не защищаете Крым, и тогда они, значит, не перейдут границу. Это был абсолютный блеф. Никто не собирался переходить в тот момент времени никакую границу. То есть не было никаких тогда планов относительно этих операций в Донбассе и всем прочем. Они возникли гораздо проще. Тем не менее, в Киеве все испугались, и, значит, Крым без боя и без выстрелов упал в руки к Владимиру Владимировичу. То, что он делает сейчас на Донбассе, это ровно та же самая история. Не ходите, не стреляйте, значит, не делайте ничего в военном плане, сидите тихо, вот, и тогда мы не будем нападать. Смотри, значит, 16 апреля Зеленский летит во Францию. У него встреча с Макроном. А про саммит климатический ты говорил, он где? В Париже? Ну, еще да. То есть, может, это и есть, ты об этом и говорил? Может быть, он и есть, да. Просто я боюсь что-то неправильно сказать. Смотри, и русские пропагандисты, уже вот мне сообщение опять в рабочем чате, пишут, что, значит, русские говорят, что Байден пообещал им дать воду в Крым. Я хотел бы с тобой это обсудить. Это заявил, знаешь, кто? Это не русские пропагандисты, извини, пожалуйста. Это только что сказал Пьянковский в эфире у Марка Фейгина. Андрей Пьянковский. Вот насколько вероятно такое обещание Путину? Я Андрея Андреевича люблю, да. Но очень хочется, когда он что-то говорит, чтобы он говорил, откуда он это взял. Ну, теоретически, давай без имен. Вот да, теоретически может такой обмен, что ты хорошо, ты убираешь войска, но мы тебе даем воду в Крым, мы давим на Украину, чтобы она дала воду. Теоретически в жизни возможно все, что угодно. Ну хорошо, какая вероятность этого? Вероятность этого, она исчезающе мала. Понял, услышал. Есть звонок еще. И звонок Илье Пономареву, как это ни странно. Он у нас в эфире опять. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Ассаляму алейкум. Рамадан Мубарак. Илья, хочу вам поблагодарить вообще за ваши передачи с Гейдаром Джемалем особенно. Ну, это так. Спасибо большое. Как хорошо видеть кого-то, кто их смотрел и слушал. К сожалению, его уже давно с нами нет, но действительно мы очень дружили. Я даже этого не знаю. Да, простите, Всевышний. Илья, вопрос такой. Вы как вот россиянин, я в принципе тоже родился в России, но я украинец. Вот вопрос следующий. Насколько велика вероятность того, что вот россияне, например, просто не придут на войну с Украиной? Ну, вот, в случае... какое количество россиян, вот, в принципе, просто бы проигнорировало? Или, например, участвовало в каких-нибудь акциях протеста, я не знаю. То есть, насколько велико наше количество наших друзей в России сейчас? Смотрите, есть несколько разных социологических исследований, которые показывают, что такое жесткое ядро антивоенное в России составляет около 10 миллионов человек, а, так скажем, облако вокруг, то есть которые в принципе антивоенно настроены, да, составляет около 30 миллионов человек. То есть, 30 миллионов... Сейчас это... я поделю сейчас. Поделюсь. Да. Значит, это вот общее, да. Дальше это очень большое болото. 20%. Да. Порядка 20%. Дальше это очень-очень большое болото. Потому что, конечно, если рядового россиянина спросить, хотите ли вы войны, большинство скажет, конечно, мы не хотим. Не на своей территории, пожалуйста. Просто скажет, какой в Сирию-то они любят бомбить. Никто не любит получать войну. Ответ. Да, потом будут дальше начинаться нюансы, да, потому что когда начинаешь говорить даже людям, которые в принципе против войны, но вот вы налоги платите, да, то есть они идут на войну, вы готовы за это отвечать, да, то есть вы ни при чем, да, то есть мы за эту власть не голосовали,
Вот, и мы вообще там, значит, мы этого не видим, не слышим, знать не знаем, и это вообще не наша война. И как-то ходить и как-то активно против этого сопротивляться мы не готовы. Это такая позиция Но это еще и большинства страх. населения. Это такая, значит, рутинная Это позиция страха. рутинная позиция, да. И поэтому говорю, что вот это вот болото, оно на самом деле очень большое. Социология также показывает, что большое количество людей, которые были, например, настроены за аннексию Крыма, считая, что это типа исторически русская земля, и, значит, все прочее, Севастополь город воинской славы и так далее, при этом к военной операции в Донбассе относятся негативно. И именно поэтому там все эти пропагандисты и так далее, они все время... это важный вопрос. Ну, типа, знаешь, это типа, ну, это излишество. Вот Крыма нам людоедам достаточно, а второго есть не обязательно было. Одного съели, и ладно. Ну, ты же понимаешь, здесь логика другая. Ты любишь это застрять. Не, ну как это? То есть, это два преступления, просто названных по-разному Путиным. Но по факту произошло одно и то же. Да? Они разные с точки зрения мотивации рядового россиянина. Потому что Крым, именно россиянина, Крым типа, это наша территория, мы забрали то, что нам принадлежит. Не бутерброд, вот словно говоря. А вот Донбасс, это нет, это территория украинская. Ну, там фашисты обижают русских, поэтому им надо помочь. Но не солдатами, да? То есть там дайте им там оружие дадим, давайте мы им там, значит, гуманитарную помощь, там, то есть военторг, там, то есть так далее. Это, конечно, им надо помочь, это наши братья, но не солдатами, но не войсками, не проливать кровь. Поэтому начинается, их там нет, да? То есть там, что вроде там кто-то есть, но это волонтеры. Нет, хорошо, что лжи, конечно. Вот это вот внутреннее такое, значит, лицемерие и многомыслие, да, то есть оно, безусловно, присутствует в головах очень многих. Я именно поэтому считаю, что Путин приложит все усилия, чтобы не начинать открытую войну в Донбассе. Она Может быть, не будет чтобы не популярной. демонстрировать этого. Зачем? Он своим опять скажет, что это... И они сделают вид, что поверят. Но скажет опять эти пошли эти... Там же призыв объявили впервые. На территории Ордлов. Впервые официальный призыв. На территории, да. На территории, да, на мобилизация, да. То есть это тоже как бы такое... Но это же не территория России. Ну, это правильно, но это шанс сказать, что воюют местные. Конечно. Понимаешь? Ну, то есть воевать будут русские, вот откуда армия? Ну вот набрали в военкомате, пришли, значит, по повестке, пришли, там 60-летние террористы пришли по повестке служить в армии. Правильно. Из Ростовской области. Он будет все время про это говорить, просто если ты обратишь внимание, что сейчас впервые за 7 лет войны присутствие российских войск на границе, оно прям-таки рекламируется. Рекламируется в эфирах российских телеканалах. Рекламирует все. Дело не в понтах. То есть как раз Путин никогда не делает то, что он делает открыто. Все, что он делает тайно. То есть если он собирается применять войска, он будет делать вид, что нас там нет. То есть от обратного идешь, да? То есть ты сам справедливо говорил, что если они говорят про мир, значит надо готовиться к войне. Если они как раз говорят о том, что мы готовы ударить, они не собираются этого делать. Да? И уж, по крайней мере, они готовы это делать не на этом направлении. Ну, есть логика, конечно, в твоих рассуждениях. Хотя, конечно, ни я, ни ты, никто, наверное, прогнозировать Путина я бы не стал. Нет, естественно, и мы должны, тем не менее, анализировать, потому что в любом случае мы что-то планируем, мы что-то советуем, мы здесь живем. И, конечно, вот наши эфиры там кто-то слушает из числа людей, которые принимают решения, я надеюсь. Вот. Да, уж и, соответственно, мы с тобой руководим миром, не привлекая внимания. Не привлекая, никогда. 3 минуты у нас осталось, даже меньше. Я, знаешь, ты начал про русских говорить, что вот но налоги ты все равно платишь, да? Как бы все равно, что ты армию содержишь, и собственную эту полицию, да? Мне такая мысль пришла, товарищи, но... Тогда этот рейх построен в складчину немцами, французами и русскими. Вот только русские это по обязанности платят налоги, а немцы с французами добровольно делают пожертвования. Как бы делайте ваши взносы, господа, как Обернер говорил. Понимаешь, это страшно на самом деле. Много кто делает пожертвования. Слушай, но это же Британия со Сталином в оружии Гитлера. И дали ему возможность. Там Чемберлен, бизнес должен сотрудничать с Германией, Сталин валенки отправлял, и что там он отправлял. Да? Но это так, реплика, последний вопрос. Вот я от тебя это узнал, хочу, чтобы ты это проговорил. Сегодня, мне кажется, в первый день священного месяца Рамадана, да, наступил, я всех поздравляю с этим, верующих мусульман. Особенно, конечно, Харамлы. Не говоришь, что ты от меня про Рамадан узнал. То есть, нет, про Рамадан у нас тут все это и так понятно. Да. Я про то, что Навальный с присущим ему цинизмом
сказал, что мне не дают Коран читать, значит, в тюрьме, да. Понятно, что, ну, как он относится к мусульманам, это всем понятно, да. Вот если уж там грузины и грызуны, то зачем он это делает? Зачем эта риторика? Зачем сейчас, в это время? Ну, Навальный последние 3 месяца очень активно обратился к религиозной теме. Он там цитировал Библию на суде, и потом несколько раз, значит, в своих постах там вот Слушай, ну, христианство еще ладно, но лезть в ислам, когда он каждый раз говорил, зачем вы тут мне молитесь посреди, ну ты же знаешь, да, я знаю, все разжигал в Москве, знаю, да, это какой-то цинизм просто. Ну, слушай, давай так, то есть вот каждому человеку надо дать шанс, да, то есть если он наконец хочет там разобрать, прочитаться и так далее, может быть, у него в тюрьме поменяются взгляды. Выйдет и скажет нам мы знаем Аллаху людей, Акбар. да, мы знаем людей, которые в тюрьме приходили к Богу, к вере и так далее. То есть такие люди есть. Я очень сомневаюсь, что это будет в данном случае, но шанс человеку надо дать. Да. Ну, короче говоря, поговорили мы с тобой. Спасибо, что пришел, поддержал наш канал и вообще высказал интересные мысли. Спасибо. Дорогие наши зрители, хармлы, украинцы, все люди доброй воли по всему миру, канал ЛТР смотрит и в Канаде, и даже в Бразилии, и в Австралии, и в Британии, Соединенных Штатах, и везде. Я благодарю вас за поддержку, за те ваши донаты, которые отправляете на Patreon нам. Подписывайтесь, пожалуйста, вы страшно нам помогаете. Вот чтобы вы понимали, ну, вот, нам нечем было бы свет оплатить сегодня, просто света не было бы, потому что это то, что аренда, это понятно, долги, но за свет надо платить постоянно, иначе просто вырубается рубильник, да? Вот, и если бы не вы, нам бы просто нечем было платить за свет, и мы не вышли бы из этой студии вот после карантина, и этой программы бы не было, этого марафона. Спасибо вам огромное, и продолжайте делать это благое дело. Дальше мы ждем вас на нашем Патреоне, поддерживайте свой канал, украинский, крымско-татарский, настоящий, патриотический. Вот, и, кстати, это касается и тех нормальных россиян, о которых говорил Илья Пономарев, потому что они есть, я знаю точно, эти нормальные люди, я считаю нормальными жителями ненормальной территории. Вот они помогают и украинской армии, помогают медикам украинским, и помогают в том числе и каналу АТР. И мы их тоже, как бы, это дело такое. Если уж ты не можешь оттуда уехать, то можешь хотя бы свою карму как-то таким образом рихтовать, да, извините такое слово. Спасибо, всего доброго, до завтра. Смотрите АТР. Ey vatandaş, ateşke kır. Hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Kerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan bar küçümünü. Yenmegence omur billah köreş kene ve kene. Al dedeler al almağan intikam bir uçumda. Sen milletsin, bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmanlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin. Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin. Украина өз юлыны белгілер. Русия ишғал етілген территорияларны азат етмелі. Бұны НАТОның баш катибі Йенс Столтенберг Украина тыш ішлер назирі Дмитро Кулеба ile көрішкен сон хабар етті. Корушевде Украина шарқында жебеде вазиет кергінлешкені ве Украина сыңырлары янында Русия арбилерінің сайысы чоқлаштырылғаны мұзакер етілген. Назир Кулеба НАТО Русияның тежаузыны сакинлештірмеге ярдым етежегіне умыт еті. Украина ич бір вақыт Рус дүниясының қысмы olmayacak dedi Kuleba. Onun sözlerine göre Ukrayna her bir senariyge hazır. Alyansның baş katibi Rusiyani Ukraynanın işlerine karışmamağa çağırdı.
Це лише 30 союзникам вирішувати, коли Україна готова стати членом НАТО. Ніхто інший не має права втручатися в цей процес, і це суверенне право кожної нації, такої як Україна, запитати про членство. Це дуже важливий принцип, тому що Росія зараз намагається відновити свого роду сфери впливу, де вони могли б вирішувати, що сусіди можуть робити. За 2 тижні Росія наростила свою ворожу пропаганду, яка дегуманізує українців і культивує ненависть до українців. Росія цього разу не зможе нас зненацька застати. Україна і наші друзі залишаються пильними. Ми не будемо втрачати час. Якщо Москва почне нову спіраль насильства або нерозумно діятиме, це дуже дорого їй коштуватиме. Патлайжы моделер сақлап ташымасында қабатланған Эдембекировнан давасы бойынша гізлі шатына сұрғыдан кешіргенлер. Озыны Меметов кібі танытқан. Адвокат Алексей Ладин шат кім олғанны ачықланмасыны талап еткен. Қабатлав тарафы ве махкеме қаршы шыққан санкедерсін оңа телуке бар екен. Имайджының сөздеріне көре шатқа телуке олғаны ичбір весеқанен біле таздықланмаған, тек оның түшінжелерідір. Данные, свидетельствующие о том, что необходимо применить меры безопасности, должны быть фактическими и объективными. Это не может быть какие-то предположения свидетеля, что мне кажется, я опасаюсь, ну, мало ли кто чего опасается. Я вот опасаюсь, что вот сейчас вот здесь вот упадет метеорит, да? Однако я не вызываю МЧС, чтобы каким-то образом меня от этого оградили. Еще раз скажу, данные должны быть объективными и подтверждаться материалами дела. Қырым-татар Фали Эдембекиров 2018 сенесі сонында Қырым сыңырында тұтылған еді. 2019 сенесі сентябрь айында Русия сірлігінден Кутлеви деңіштірілу девамында азат етілгеніне бақмадан Ишғалшылар махкемесі оңа қаршы ұйдырылған жинайы даваны яңылатты. Юрек ве шекер хасталығы бір аяғы кесілген ағыр хасталған Қырым-татарыны Ишғалшылар қанунсыз шекілде Қырымға силя кетіріп сақлағанында қабатлай. Фааллер мабусы үшін ифтар тешебусыны бұл сенеде девам еттірді. Апрелінің 8-інде Жанку районының фааллері Ашаетнен илік йолланмаларына Құрман районында тұтылып терроризмде қабатланған 3 мабуске йоллады. Олар Русияның Новочеркасск СИЗОсында тұтылмақта. Бұл тешебус кешкен сені Рамазан айы девамында башлатылған еді. Мабуслер темчет ве ифтарларына кечіріп олмалары үшін фааллер пара топлап, Ашайет алып мабуслер тұтылған колонияларға йоллай. Бұл тешебусның иштиракчысы Алия Бариева хабар еткеніне көре, әрбір инсан бұл акцияға қошыла біле. Тек сияси мабус тұтылған ерні ве йолланмақ мүмкін олған Ашайет жедвеліні огренмек керектір. Русия Түркияге учышларыны тоқтата. Апрелінің 15-ден Түркия курортларына олған чартер сеферлері біле тоқтатылacak. Ресми себеп Түркияде коронавирус хасталығы тарқалғаныдыр. Күнде анда 50.000 инсанда COVID-19 хасталығы белгіленмекте. Русия туроператорлар ассоциациясының мәліметіне көре майыс байрамларына Түркияде кечірмеге істегенлер 400 миллион евролық турлар сатын алған. Турларны сатын алғанларға аңлаттылар. Олар ләғы өтілсе пара қайтарылмайжақ. Учақлар учышлары тоқтатылмаса аққында қарар Анкараға Украина президенті Владимир Зеленский барған сон алынды. Зеленский Эрдоған әлі үжіметкен пилотсыз байрақтар учыжы алетлер сатын алынмасыны музакер етті. Русияда бұңа бұйық диққат айырдылар. Русияның тышышлары назиры Сергей Лавров есе месулетлі олған девлетлеріні шусырада Түркияны Киевнің Арбелешов дұйғыларыны көтермемеге чағырды. Учышлар тоқтатылмасы бұл Русия тарафындан Түркияге жевап ола біле. Өз ватандашларының есабына ұлса біле. Душман құршынындан Донецк yönelişindeki Шумы қасабасы янында Украина мутафаджысы илак олды. Бұл 10-шы ұжым бригадасының үлкен аскері Ярослав Карличук. Дабыр Украина аскері Алексей Мамчи Майорскай живарында илак олды. Ода айны 10-шы бригада аскерідір. Ишғалжылер пилотсыз учыжы алет құлланып Украина арбилері позицияларына граната ташлап 82 калибрлы майнлар атқан. Да 2 аскер ярланған. Ишғалжылер жебенің дигер қысмында да атешкес режимі бозмаға девам етмекте. Горловка живарында атта БМП ве 120 калибрлы майын аты жетірті батылары қоланылған.
Напередодні чергового засідання тристоронньої контактної групи окупанти збільшили кількість обстрілів по всій лінії розмежування із забороненого мінськими домовленостями озброєння. При цьому інтенсивність інформаційних викидів та фейкових повідомлень у інформаційному просторі на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації значно зросла. Проросійські найманці продовжували загострювати ситуацію поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте, намагаючись виправдати власне небажання відкрити КПВВ з боку тимчасово окупованих територій. Төрт yaşındaki balam her gün biraz asem agrenmege sevemem kayu. Каю чизгілі фильмнан Қырым татар тілінде девамы. Ершейнен мерақланған бала аққанда мультфильмнан да 18 сериясы bu hafta Lale телеканалында тақдим етілежек. Бала достларымен құтыра, ойнай ве ана бабасына печенье пішірмеге ярдым ете. Каю қараманны Ержалия Хажабадинова сеслендіре. Айтқанна көре базы вақыт бұл роль образындан шықмаға қиын еді. Anam. Sen кирлетин. Я озвучую головного героя Каю, йому 4 роки. Він цікавиться всім на світі, дуже відкритий, грайливий, привітний і чемний хлопчик. Спочатку було складно знайти тембр героя, тому що потрібно було говорити незвичним для мене голосом, але згодом після декількох спроб все вийшло, і я звикла до цього персонажу, і навіть після запису говорила як маленький хлопчик. Каю эм лафете эмде шақалаша. Бір 4 яшында олған бала кыбы. Лейха режиссері Нефизе Сейдаметова қайдеткеніне көре бұл чизгі фильмі Қырым татар балаларына эп егленіп вақыт кечірмеге эмде ана тілін öğrenmеге ярдым етер. Сен не япасың, Каю? Калабалок. Емін з Бахчисараю, Осман з Акмісджиту, Білял з Карасовбазару зможуть себе уявити Каю, 4-річним хлопчиком, який так само спілкується з друзями, рідними, вередує, весело проводить час. У кожній серії прості життєві події, які трапляються з кожним. Разом із ним діти дізнаватимуться нові слова і таким чином почнуть вивчати свою рідну мову. Каю мультфильмнан ilk серияларны шымды Ляле телеканалында сейрете білесіңіз. Бұл hafta есе Sevimli мультфильмнан девамыны бақа білежексіңіз. Vay amma da tez кетем. Eğlenceli. Отже, чекайте на вихід нових серій. Вам неодмінно сподобається мультсеріал Каю. До зустрічі в етері дитячого телеканалу Ляле. Владислав Стужук, Ислам Пинка, Заман, АТР.